Так. Окей. Всё. Так. Что ж, погнали тогда, чё? А, нет. Я вспомнил. Я вспомнил эти замечательные моменты. Окей. Так. Палмира. Окей. $5 шиллингов.
Счастливая монета. Зеленая трава. Окей. Блин. Ни одна не открывается. Сильвия. Вряд ли. Вряд ли. Привет, токарь. У меня, по идее, есть прогресс на другом сохранении. Там, типа, 30-й час игры. Если смотреть по геймплейному времени. Но я решил дропнуть этот момент и начать с 27-го часа, так чтобы... Ну, короче, прикол в чем? Прикол в том, что максимально плохо все у нас получилось в прошлый раз. Очень плохо получилось. Надо сделать лучше. Надо сделать лучше. И мы можем сделать лучше. Соответственно, будем стремиться к этому. Не то, что это дело в перфекционизме, просто там реально очень плохо получилось. Тупо, я бы даже сказал. Бля. Ну что ж. Here I am. Вообще не понимаю, как ангард говна работает. Вот максимально не понимаю. У нас есть умение, которое отвечает за то, чтобы мы были готовы к файту. Но как он работает и так далее, непонятно. Хотя там четко говорится, что он работает путем нажатия кнопки И. Ну, Е. Жму я такой Е, но ничего не меняется, ничего не происходит. И... Черт
пойми вообще. Погоди, там написано вне боя, да? Многолет не так. Нажмите Е. Вот что это значит вообще? Так, ну давай орешку. О. Так. А, ловкости никакой не будет. Ну тогда-то ясно. Ну еще в прошлом трае, ну, вот всякие разные эти артефакты пропали. Руна морского дракона пропала и всякие разные вот эти штуки. Помнишь, я тебе токарь принес в жертву? Так вот, вместе с тобой все вещи, которые с тобой были, просто улетели, исчезли. Я вообще не понял этого прикола. Как это и почему так? Ну, хер пойми. И... Блин, ну токарь. Давай уж. Да, отлично. Так, надо покормить наших бойцов. Да. Состояние стало получше. В голову дал, ничего себе. О, нормально. Да блин, ну я неправильно выбрал. Тело надо было. Так, белый флакон. Так.
Талисман. Лаванда. Пиво. Пила. Решка. И, естественно, орел. Меня это, впрочем, не удивляет. Так, тухлое мясо, подожди. Ну как будто бы есть чем хилиться по факту. Но в то же время как будто полная херня идея. Амбро. Амбре. Привет, Арсен. Здорово. Что? Ну, допустим. Самодельная броня из кухонного хлама в качестве нагрудника старой крышка от плиты чайно временно порождает творчество. Че. Самодельная полная броня. Полная херня, я бы даже сказал еще. Ну, нормально. Дела хорошо. Нас записали на инкубатор. Там наш чел, который занимается связью с общественностью и там прочим. Там какой-то договор на год заключил с ними. И мы теперь, короче, вроде как являемся разработчиками и издателями игры официально. Но мы нихуя не умеем. Ну, короче, нам надо прям, да, поднапрячься. По факту. О, привет, Мош. Здорово. Погоди. А почему? На работу? Нет еще. Но вот то, что ты мне скидывал, я им отправлял письмо, но мне не ответили. Я там анкету заполнял, все дела. И вроде даже нормально заполнял. А что за игра? Топ-даун шутер будет. Топ-даун шутер. Ща, подождите. Оказывается, YouTube не пашет. Предыдущее сообщение не появилось, лол. Ща, погоди. Жесть, день 7. Как думаешь, если начнешь с самого начала, бага не будет? Ангард у тебя уже тоже баганулся. Другой версии перевода не было. Чат не работает или работает? А, все, понял. Блин, сорян, Мош, что не отвечал? Да. Ну, короче, да, такие проблемы. Так. Ангард говна не работает. Почему, непонятно. Печально это все, печально. Серьезно? Ты игру сделал, типа? Нет, полноценно еще не сделал. Игра еще далека до завершения. Как там назывался он?
Мудборд, короче, сделали. Или у тебя студия, что-то не понял. Ну, как будто бы студия получается. Мы реально как будто бы студия. Но... Ну... Но нет. Как будто бы и студия, как будто бы и нет. Ну вот как-то ребята вместе собрались и вот делаем вместе. Что там? Ну, что там рассказывать? Да все просто, как бы... чел изначально как бы имел какую-то команду, та команда практически вся распалась. И я был самым активным в команде. И практически из-за моей активности там все и разбежались. Короче, хрень какая-то, в общем, такая. Короче, прикол в том, что вроде бы и люди горят тем, что хотят делать игры, но с другой стороны все сильно заняты и как бы не особо хотят. Где нашел? По большей части все из интенсива Call 21. И вот как-то начали гореть идеи того, что нужен какой-то стартап и там прочее. Да, все местные. И мы, собственно... Ну, не все. Вот енот еще есть. Из числа моих зрителей. Вот он конкретно сюжетом занимается. И занимается весьма неплохо, я так скажу. Ты в каком-то геймджеме участвовал? Нет еще. Ну, вот какой-то инкубатор мы попали. Не знаю, что это такое конкретно. Инкубатор здесь, вот в Якутске. Видимо, инкубатор это как шанс такой довольно-таки серьезный для стартапов. Если сможем сделать что-то годное, то будет и финансирование, и прочее дерьмо. Ну, я так понял. Ну и для портфолио заебись. Ну как бы да, но видишь ли, вот непонятно. О, привет, ветрок. Очищающий талисман. Блин, еще вот такая тема, то что прям сильно жестко рвешься между тем, какой движок выбрать и там прочее. Ну как бы и начали делать все на
Unity, но в то же время ты такой думаешь, блин, а почему бы и Unreal Engine не использовать, типа? Как бы, блин, и комп позволяет, и так далее. Будто бы норм темы и там прочее. Че такое, Ятрок? Движок не главное. Это да, но просто как будто бы повесомее, что ли, Unreal Engine. Так, ну, просто в плане, типа, как для пользователя, типа, он такой смотрит на то, на каком движке игра сделана, и он такой, нихуя, такой. Это мы, очевидно, говорим не о нас самих, как о пользователях, а вообще про массового игрока. Чтобы он такой, типа, ну, просто банально обратил внимание. Главное пробовать, а не языком чесать. Ну, это правильно, да. Это да, это да. Ах ты животное. Сейчас ты огребаешь нас. Ну да, сложно. Сложно. Но все-таки приходит понимание между тем, когда ты вот создаешь какую-то игру, и когда... Ну, вот создаешь игру, да, короче, допустим, сам. И ты такой резко понимаешь такой момент, что по факту, когда игра делается плохой, то там буквально реально людям, ну, лень было делать дальше игру. То есть они такие чисто буквально, ну, там, заебались, типа, из разряда я хочу пойти, там, с пацанами погулять, типа, ну, просто, типа, такая хуйня. И они просто начинают, типа, ну, не знаю, питаться идет, короче, выкладывать говно какое-нибудь. По факту. То есть, если ты такой видишь, что игра кал, то, по сути, надо бы доделывать. Просто до свидос тогда, ищем других тогда. Не, это я вообще в общем и в целом говорю, а не конкретно про мою команду. Я вот вообще в целом то, как игры, типа, там, делают... Типа, почему игры выходят плохими? Типа, вот, выводы мне такие вот появились конкретные. Когда я сам уже в этом немного стал вертеться, так сказать. Понимаю, ну, приходит реально понимание того, что просто по факту, да, в натуре трудно, но выполнимо, блин. И когда челики такие типа пишут какое-то ебаное письмо о том, что сосите хуй, блять, мы старались, нахуй, мы потели, блять. Ну, такое все оправдание. По факту оно лишь говорит о том, что какие-то, ну, злые какие-то ленивые люди, блядь, сидят в той или иной студии, не более. Наверное, стоит перезагружать, но не знаю. Можно ли создать успешную игру, используя только все готовые ресурсы? И нет, скорее всего. И да, и нет, как бы. Тут, короче, спорный момент. Тут такой, ну, такая штука, то, что из готовых ассетов ты, конечно, игру сможешь как будто бы собрать, но это дерьмо у тебя выйдет очень хуёвый в плане оптимизации. Ну, это по факту.
Ты не сможешь ее, ну, нормально продать. Го на стриме разработку. Ну это ладно. 2D. А где догма? Скачанная просто стоит. Ну блин, мешать все вот это вот так вот, мешанину, типа как-то неохота. Бля, хули вот такие косые. Сначала бы эту по игру пройти. О, одно хп, нихуя себе. Это мощно. Ну что я могу предложить Мошу? Разве что выпей пиво. Я вчера проиграл этот Deep Rock Galactic Survivor. Прикольно, все работает. Хорошо. По пиву. Не пашет, не пашет. Странно, но не пашет. Попробуй-ка я чат тогда обновить реально. Здесь в себя. Кэш обновил. Закинь-ка еще раз. Во. Работает, работает. Ich will nicht. Побольше сделано. Ну все. Блять, что там? Опять это говно. Ну началось. Похож. Ну это я и есть. Fuck. А если я сделаю вот так? Подожди-ка.
Бля, вечер кайф, смотрю любимого стрим, пиво в руке, стиска жену другой. Лежит, смотри, он сейчас иногда подтвердит. Да. Как хочется кружечку пива темно-фильтрованную, очень большую, а не маленькую, свежую. Привезенную, с красивыми пенками, приятным взглядом, нетронутую, чтоб сильно пенилась, сделанную с любовью, радостной и одновременно вкусной, чтобы выпил ее и ощутил чуточку счастья, чтобы улыбку доставить ему происходящему. Да. Блять, хули там шумит, я вообще не понимаю. Так, ну что, давайте нарисуем символ силы на токаре. Так, стоит какой-то мистер Пьер, мистер Пипинус. Мистер Пенис. Мистер Пенис сделал дерьмо. Пом-пом-пом-пом. Улитку ешь? Жестко. Такое чувство, что эта игра еще 2 недели тут. Да не. Не. Вы так не думаете. Запрещаю думать. Так, сейчас. Это за что? Зарноцкий. Привет. Здравствуй, здравствуй. Ребята, новенькие в чате, новенькие. Ничего себе. Что у нас тут? Свежее мясо? Да, ты. Да, ты. Привет. Эй, тукарь, пальцы не показывай, человек, ты шо? Откусит? Не надо. Это шо? Не груби так. Какой забег? Первый? Ну, вообще, в целом первый. Я впервые прохожу, если что. Просто загружи... Ну, точнее, вот вчера был какой-то прогресс, что было. В общем, ввожу в курс дела. У меня активированы все 3 кабеля. Нашел одну статуэтку. Сейчас возьму вторую. И в легкую возьму 3-ю. В церкви. Вот как раз таки вчера закончил забег на 3-й статуэтке. Но момент такой случился, что это полная херня, потому что мои бойцы отлетели, ну, максимально по уебищному. Плюс, когда я пожертвовал
этого бойца, токаря, он с собой забрал артефакты. Ну, то есть вещи. Руну морского дракона и там прочее. Это вообще так себе было. Вижу, ты допустил ошибку. Ну, это по-любому. Я даже не вижу смысла спорить с чем-либо, когда запустил эту игру. Господи. Ты так говоришь, как будто бы я такой... Типа, ты чё, это... Ты к нам в этот... в наш дворик садика зашел, что ли? Ядрить ты смелый. И чё дальше будешь делать? Чё дальше? Не будешь делать песочные замки да всякие там. Ну давай попробуй. У нас тут в песке, между прочим, не просто песок, а собачий кал. Давай, поиграй, давай. Мы играем с этим калом. Нам как бы не то чтобы прикольно, но мы освоились. Нам классно. Ну типа. Да блин, херня это все. Я не такие игры проходил. Сложность для меня это все такое. Так, за деньги не ошибка. Ну, мне эту игру, кстати, заказали, да. За деньги. 29 козерог. Ну, уважаемо. Так. Давайте начнем, подожди. Подумаем немного. Ой, так, подумаем. Этого сраного святого отца патроны не брали, но я его легкую убивал в том плане, что... вот что я делал. Помню. Вот что я делал перед боем. Это я хавал веселые таблетки и ебал ему ебалом. Сейчас сколько хоть? Типа мне лет? Мне 33, насколько я помню. Что насчет первой части? Эта часть намного лучше, чем первая. 100%. Прям чувствуется, играется намного приятнее, чем первая. Первая как-то в отношении... Не то чтобы это был твой первый опыт, там прочее. Хотя, возможно, так и есть, но по факту в первой части там как будто бы... больше моментов несправедливых игроков в плане того, что типа ты по-любому умираешь и все, пиздец, типа. А тут как будто бы есть какая-то логика в действиях тех или иных. Ты играешь и такой типа, блин, окей, я понимаю, в чем моя ошибка была и там прочее, типа это нормально. Это прикольно. За сколько заказали? За 5000? А казуалили? Не, скорее реально сделали его более приятным. В плане того, что... Ну, как бы это сказать, скорее даже не то, чтобы идут навстречу игроку, а скорее даже как бы дают игроку понять, точнее, дают возможности игроку, чтобы он такой типа, ага, вот тут скорее всего так будет, и там прочее, и он может избежать этой типа вот проблемы, если он сам дойдет до этого. И эти моменты не такие, типа, более понятные. Когда как в первой части это все, ну, делается куда более сраным образом, что ли. Там как будто бы, ну, автор не делал игру через призму пользователя, того, что, ну, точнее, он
Он-то сам, понятное дело, понимал, в чем проблема будет в игре, но он не ставил себя на место игрока, к примеру, как будто бы. А тут он больше такой думал о том, что окей, так и так, там, туда-сюда, наверное, больше фидбэков собрался там с какой-нибудь, ну, с каких-нибудь игроков и так далее. Ну, короче, работу над ошибками он провел. Прыгал в сортир. Нет, конечно, это тупая идея максимально. Типа, кто прыгнет, сука, в сортир, в котором все измазано кровью и спермой? Ну, это, блин, типа, ты такой... ну, возможно, там есть меч тысячи истин. И, возможно, кошка девочки, которые... покрыты не то чтобы кровью, но возможно и спермой. Как бы они как будто бы и пользованные, но как будто бы им не насрать. Типа, блять, я не такого рода, блять, человек, который будет вот так вот прыгать нахуй, бля, в унитаз, нахуй. Пиздец полный. Это же максимально тупая идея. Это, знаешь, типа, он, ну, какой человек туда может прыгнуть? Чисто городской, нахуй. Типа, который думает о том, что... Ну, ебать, если там есть дырка, то, ну, наверное, не просто так, а как вообще там, ну, блин, люди, наверное, же как-то, ну, там, ну, не знаю, убирают дерьмо и тому прочее. Блять, нет, это септик, нахуй, это дырка просто с говном. Он просто изначально, вот, роется, и сверху этой ямы огромной строится, блин, туалет. И все. Человек, понимающий, знающий, он поймет, как это устроено. А человек, который, блядь, городской, он такой, ебать, прыгну нахуй. Есть, ну, понятно, что там ничего нет. Там нет ни лестницы, ничего. Там просто сдохнешь. Я, блин, максимально точно уверен в том, что если ты прыгаешь в этот сраный унитаз, то все. Там просто, ну... грузиться или умираешь на месте, непонятно. О, Explain, привет. Так, кто еще подошел? Я тут про туалеты говорю. Ладно, так. Ладно, грохнули, взяли. Ну чё, давайте проголосуем. Орел плюс, решка минус. Let's go. Орел, серьезно? Думаете, орел будет? Хотя до этого орел выпадал, если что, да, и в подвале. Я там самолично выбирал решку, и полная херня получалась в итоге. А, все. Ну давайте, блин. Орла. Что поделать? Блин, вот я прям чувствую, что будет решка. Хорош, молодцы, ребята. Молодцы. Так. Дилемма. Стоит ли пожертвовать бойцом ради уважения какого-то бога? Что вы думаете? Так, я сейчас подойду. Токаря толкай. Не, ну токарь более сытый, но в тот же момент... Вот они разные на самом деле. Они выглядят одинаково, но по факту у них статы как будто бы разные. В том плане, что не смотрите на вот эти вот статы, а именно изначальные статы, которые вот положены игрой. У меня такое ощущение, что вот токари, он промахивается чаще.
А мож попадает тоже намного чаще. Ну, как бы такие моменты всякие разные. Я не знаю, сейчас подойду. Воды себе налью. Знаете что? Я пока так похожу. Токарь довольно-таки важная боевая единица на данный момент.
Бля. Ну, я думал выстрелить, но потом передумал. Надо реально как-то сберечь патроны для чего-нибудь более серьезного. У меня сколько патронов? Типа, у меня вообще мало, по-моему. Или мне их вообще нет? Ну, есть. 4 и 2. Да. Короче, беречь их надо. Так же, как и, в принципе, токаря надо беречь, по идее. Нормально, нормально. Орел или решка? Плюс или минус? Выбирать вам. Я даже вот так вот сделал, чтобы напряжнее было. Время кончает. Все. Решка. Блять! Были бы вы рядом, я бы вам палец отрезал. Был бы я якудза, конечно. Так, давайте подхилим пацанов. Пиво, наверное, стоило бы налить. Марине. Ну и все, как будто бы. Я просто уверен, что тут токаря не ушатают. Не. Он парень везучий. Все будет с ним в порядке. 47 хп, господи. Да у него в жизни мало, меньше хп, мне кажется. Ноль. Ты что, зомби? Вы родители что, корпорация Umbrella? Нет? Так откуда у них такой зомби? Водка и мясной пирог. Звучит как отличный рецепт для отличного вечера. Заебись.
Одной ноги нету у Марины. Держи в курсе. Ебать, а чё он так резко ударил-то? Ну так с виду не скажешь, да, как будто бы все окей с Мариной. И бегать может, и все такое. А чисто в нашем воображении она прыгает на одной ноге. А так с ним все в порядке. Ну действительно, да. Такой типа, в натуре. Нихуя себе, нормальный урон. Человек-вагина. Дрянь. А вкратце Мандамен. Неплохое имя. Мандамен. Гильотина. Ну давайте. Пойдемте поиграем с доской. Уидж. Уидж. Неправильно. 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 Что бы я ни выбрал, это все неправильно. Так. Надо с этой доской сейчас бежать в подвал. И сюда. Ты тут? Так, это я. Ты победил. Могу я что-то для тебя сделать? Подарок, награда. Чек. Покет. Вы проверяете карманы скелета, сначала вы ничего не находите, потом находите. Кольцо духов.
Вот так вот, ребята, вот так. А вы думали? А вы думали? Да. Вот так вот это и работает. Семь камней душ. И в итоге у меня камней душ сколько, как вы думаете? Их у меня 29. Много, да? Нет. Вот так вот и живу. Так, стоит ли мне принести в жертву одного из бойцов? Или нет? Да нет, наверное. Что-то, если честно, вообще неохота их приносить в жертву. Да и впереди нас ждут прям серьезные бои. Мудак в маске все еще в гробу есть. Второй, между прочим. А ты в качестве геймдизайнера себя банил? Да. Да. Конечно, конечно. Кодзима. Так. Бум-бум-бум. Поиграть бы в игру Кодзима на самом деле. Вот шутки шутками, но игра Кодзимы Death Stranding надо бы поиграть. Все-таки игра такая, как по мне кажется, довольно-таки интересная игра. А там уж для себя решу, значимая она для игровой индустрии, незначимая и так далее. Да, тут музон, конечно, мощный. Не, вот эта игра на самом деле очень крутая, просто безумно хороша. Зря люди придираются к его, к его внешности. Но на самом деле, если так подумать, блин, представь себе эту игру. Вот если бы она выглядела чуть иначе. Чуть-чуть иначе. Возможно, в 3D и там прочее и так далее. Просто это вот все, вот такой вот продукт выходит от того, что разработчик сильно ограничен. В плане, не то чтобы возможности, но и знаний, скорее всего. Он как-то изначально освоил RPG Maker и дальше уже им и продолжает делать игру. Но в конечном итоге, что из этого вышло? Это стало прям таким стилем. Да, это стало стилем. Это теперь такой стайл у игры. Теперь как бы есть фан-база у этой игры, довольно-таки такая обширная.
И они иначе игру вообще не видят. По-другому не видят. То есть там в этом самом ютубе блуждают всякие разные видосы по поводу этой игры. И все довольно-таки на тему того, что игра вот выглядит подобным образом. В 2D, JRPG, механиках и все в таком духе. Привет, Масфокс. Наконец-то нормальный инет. О, поздравляю, поздравляю. Так. Токарь, а чё ты лежишь как бомж? У тебя ног нету, что ли? Мне кажется, что... Да? Да, прилегли отдохнуть. А вот это вот, ну, интересный момент в этой игре. Тут даже есть такие детали, то что вот, короче, вот эти вот разбуженные с помощью некромантии люди, которые служат мне, они вот именно на этой локации отдыхают. А эта локация, между прочим, база революционеров, так сказать, типа, которые боролись против подписота Каная, да? В смысле? Подписка, ну да. О, привет, Рокс. Да, спасибо большое за платную подписку. Но ты и раньше был, я помню, когда ты заходил. Вдруг снова появился. First message. Не, я помню, когда-то Рокс был, по-моему. Очень знакомый никнейм. Очень знакомый никнейм. Я хз, может быть, играли вместе или еще что. Но я когда-то его видел, как будто бы. Где-то когда-то видел, как будто бы. Со времен Края Фира. Да. Вот. Это было очень давно. Это было очень давно. Пошли. Не, ноги на месте. Не, ну у вас, конечно, с разумом беда. Ща бомба будет. Какая бомба? О, нормально, у них разум поднимается, хорошо. Я тогда тебе про сестру еще писал, благо с ней сейчас все нормально, тогда вот это... ничего себе. Ну, слава богу, что все обошлось. Ой, блин, ну времена Края Эфира я не очень плохо. У нас тут попались. Чего нахуй? Масфокс, спасибо за платную подписку, которую ты подарил. Кому, блядь? Кто это? Кто получил? Кто это? Дом X4. Вообще никогда не видел этого человека, если честно. К тому же мы в друзьях ВК с тобой. Кстати, поздравляю с третьим ребенком. Я пропустил этот момент, прости. Ничего себе. Какие люди у нас тут попались. О, вот это круто, блин, Масфокс. Блин, большое спасибо за то, что подписал токаря. Большое спасибо. Большое спасибо за подарочные. Большое спасибо. От души. Глеб Павлов. Спасибо. Глеб Павлов. Так, ну, ребята потихоньку восстанавливаются. Да ладно вам, чё? Чё началось-то? Засмущали совсем. Да ну нахер, SD5, серьезно? О, вот и Арсена подписали. Большое спасибо, Масфокс, за еще одну подарочную.
Ничего себе, третий уже. Жестко. Да, Макс Фокс внезапно. А что случилось-то у тебя с интернетом? Чем вдруг пропал и вдруг вот с двух ног так ворвался, прямо жесть. В Сосновом Бору был? Понял, понял. Да, далековато. Ладно, сойдет. Немного разум подняли. Да, хорошо. Не, большое спасибо, Масфокс. Большое спасибо. Таким макаром я скоро получу зарплату с Твича в долларах. Реально. Так это мелочь, но хоть что-то. Не, ну это прям... Не, это серьезно прям. Хорошие подарки. Мне и ребятам. Это прям очень круто. Я, кстати, эту игру увидел у тебя неделю назад. Она до сих пор проходит. Да. Да. Ну, игра такая прям сложная, я тебе доложу. Игра сложная. Но увлекательная и интересная, что капец. Подожди, тут такой момент, блин, вообще неприятный. Так, я мог пойти наверх, но тогда я активирую этого урода, блин, в маске конченого. Так что пойдем посюда. Но есть такая вероятность, что я допускаю, что, скорее всего, он поднимется с другого гроба. Короче, тут есть мудак, который сидит, точнее, лежит в гробу. И он потом поднимается. О, привет, енот, здорово. Ладно, еще на 2 недели. Не. Заинтересовался со вчерашнего дня, следишь за ней? Да, игра очень крутая. Первый... какие люди у нас тут попались. О, Масфокс подарил еноту, ничего себе. Большое спасибо, Масфокс, за енота. Офигеть. 4-я платная подписка. Да, реально бомба. Получается. No. Вот тут можно подарить уже нас. Да, перестань. Блин, раскидывает, блин, этими donation alerts. Так. Это уже в другом переулке. Вот тут дальше. Пойдем туда. Перестань. Остановись. Да. Так. Блин, 16 шиллингов мало как-то. Блин, всего 16 шиллингов. А чего это вообще? Херня какая-то. Так. Короче, go в церковь. Сейчас пойдем в церковь. Вот там будет сейчас жесткий экшен. Но... Ну, типа... Я уверен, что я там справлюсь в легкую, но в то же время и как бы боюсь, что будет так себе. Стрёмно, нахуй.
У нас есть доска Уиджи, ребята. Сейчас будем звать призрака. Так. Есть там кто-нибудь? Дух материализовался перед вами. Я просто вчера этот уже находил, поэтому я так четко нашел его. Моя памятная камея, говорит он, что я могу для тебя... О чем ты говоришь? Я не могу без нее. Это единственная память о ней. Моя памятная камея. Что с тобой случилось? Этот фестиваль Луны. Я уже истек кровью. Мой желудок был вспорот. Вороны, они нашли меня. О боже, вороны. Настоящая подписка. Вроде XD. Пиздец, блядь. Ты чё, Рок? Глеб, спасибо за 2000 рублей. Охуеть. Жестко. Да, спасибо за 2000 рублей. Пойду скажу жене. Ща подойду. Жена, я заработал. Жена, я заработал. Да. Как-то так. Большое спасибо. Большое спасибо. Рокс, а.к.а. Глеб. Большое спасибо. Да. Это, между прочим, не настоящая подписка. Это, блин, прямо подписка чуть ли не годовая, я бы даже сказал. Теперь за всех надо скинуть. За всех надо. Это хамнас. Это прям, да, серьезно. Я сейчас, кстати... О, привет, Гудзон, здорово. Я там один заказ, блин, выполняю, то я там меньше денег получил за этот заказ. Прости за повтор, надеюсь, детишкам купишь игрушки? Да? Да? Не обращай внимания, что я так долго думал насчет этого вопроса. Просто у меня старший сын, он чего-то вспомнил. Он младшему покупает игрушки. У меня старший сын Аралхан, ему 7 лет. Он купил младшему машинку. Он уже вот подарки своим братьям мелким покупает. Такие дела, такие дела. Да, старший уже такой. А, у тебя двое? 3 и 5? Жесть, поздравляю. О, приключения Клим Саныча. Жестко, жестко. Это вот, если что, Клим Саныч, это Dragon Dogma 2 и его братья. Это игроки, что ли, тоже? Жесть. Клим Саныч — это команда по доте. Команда по доте. Ну нет, Клим Саныч — это тот, который с этого, который сидит вместе с этим, с Дмитрием Пучком, Гоблином. Вот. Тот самый Клим Саныч. Тот самый. Я куплю себе игру. Да-да-да. Так. Пешки игроков. Ну что ж, давайте грохнем Карин. Ну, тут, короче, поясняю такой момент. Это, если что, играбельный персонаж, вот этот Карин. Почему я на нее напал? Потому что игра у меня забаговалась. Ты в аренду берешь пешки других игроков. А, прикольно. Круто. Интересные механики там.
Так, продолжаем. Вот эти двое тут стоят, как бы неправильно. В том плане, что по скрипту они здесь стоят в первом дне, во второй половине дня. Короче, первый день в обед они тут должны стоять. Но сейчас у меня по игровому времени идет третий день. День, когда фестиваль подходит к концу. И эти челики вообще должны быть в других местах. Поэтому я такой... игра сломана. И чё пропадать зря этим самым челикам? Дай-ка я их просто, грохну. К тому же... Вот так вот. Просто по голове им. Может такой просто, нахуй. По голове ударил и закончилось это все. К тому же здесь головы этих самых участников фестиваля это как отдельная серьезная валюта для одного персонажа. Ну и потом с них ты получаешь особенные души, которые открывают тебе возможность прокачать уникальные навыки. Уникальные навыки, которые касаются только лишь определенных персонажей. Как-то так, как-то так. В общем, я вам так скажу, не зря мы их убиваем. Вот сейчас этого челика тоже грохнем. И твою пешку берут в аренду. А как платят? Чем? Типа там как-то это... Жестко, блин. Вот, душ получили. Куколь такой чисто. По голове дал и все, готово. Мертв. Дана. Все, Дана грохнули. Так, вот и все. Готовченко. Теперь мы дальше идем сюда. На второй этаж. Это подземелье церкви, если что. Вот, по карте можно взглянуть. Карта открывается с помощью буквы М. Все максимально просто и интуитивно. Вот это вот ритуальный круг, в котором мы можем нарисовать тот или иной знак Бога. Но тут, короче, надо разбираться в этом приколе. Но это я по большей части объясняю Глебу. В том плане, что он, заинтересован в игре. Где тут этот вот... как это называлось? Божий манифест? А, нет, это другое. Это порнография участием богов. Оккультная книга, по-моему, была. Вот, оккультный гримуар. Вот. Короче, тут такие вот моменты есть. Вот такой вот есть круг оккультный. Вот такой и вот такой. Вот это вот круг, касающийся совершенных богов. Он относится конкретно к богу страху и голода и Алмеру. И все, по-моему. Вот этот вот круг, это получается, ты сюда скидываешь бошки отрубленные, которые ты отрубаешь от монстров всяких и людей. И в отместку за голову тебе дают осколки души, которые ты потом крафтишь полноценный камень души. Это, очко прокачки. И вот такой вот круг. Это круг поклонения тому или иному богу. Соответственно, если ты, например, 3 раза нарисуешь вот в таком вот кругу знак определенного бога, то влияние по отношению к нему, респект от него
будет выше. И, соответственно, ты сможешь прокачать куда более крутые навыки от этого самого бога, которого он тебе даст. Ну, типа того. Там, ну, плюс еще помимо навыков, там есть такие типа пассивные навыки, повышение характеристик и там прочее. Например, атака +1 и так далее. Короче, как-то так. То есть в плане прокачки, в плане повышения навыков, точнее получения навыков новых, повышения статистик персонажа и получения очков прокачки навыка, игра довольно-таки любопытно сделана, типа интересно. И это все как бы вяжется в лор игры. Вот что самое прикольное, поэтому игра так сильно кажется интересной. Тут же все вокруг типа язычества, там оккультная тема и там прочее и так далее. То есть люди, которые, например, интересуются каким-нибудь там Лавкрафтом и там прочее, типа вот это всей типа херней, они такие типа в этой игре увидят типа вау, эта игра просто пушка. Конечно, если они, ну, просто опробуют ее. Возможно, конечно, на первый взгляд им так не покажется. И очень даже зря. Ебать богов. Ну, по идее, да. Мерзость ёбаная. Пасть открыла. Да сдохни, пожалуйста. Ай-ка-ка-ка. Господи. Куда пошла? Блин. 2 мухомора. Ну такое, блин. Я уж ждал чего-то поинтереснее. 2 патрона 303-х. Хорошо, это хорошо. Нормально. Не зря загружался, я вам скажу. Лут сейчас куда более такой приятный, да. Блин, снова патроны дали, офигеть. Чтобы вы знали, вот в этой игре патроны огнестрел это прям имба на самом деле, в том плане, что это прям огнестрел. То есть это вот буквально огнестрел, и он работает как огнестрел. Ушатывает любого практически, там прочее. Но тут уже, конечно же, все смотря от того, как вы прокачали вашего персонажа. От этого, ну, многое зависит. Многое. Удивительно, да? Ведь во многих играх эти вот самые пушки, пистолеты и там прочее огнестрельное оружие, это ну просто типа такая хуйня, которая наносит какое-то энное количество урона. И все. А тут это, блядь, блин, летальное оружие, мать его. Это прям, ну, пиздец. Ну вот, к примеру, я вот изначально выбрал этого персонажа. Его зовут Леви. Короче, бывший солдат, он будет просто известен как. У нас тут прокачано владение оружием, огнестрельным оружием, что дает большую точность при стрельбе. То есть, прям нормально. Все-таки на RPG Maker создан. Да, но, блин, как сделано. Обычно на RPG Maker это что делается? Там какие-нибудь хорроры, там прочее, или те же классические RPG. Но это RPG. Да, прям очень хорошо сделано. Ну и вот, соответственно, тот опытный стрелок для пистолета дает возможность отстреливать конечности. То есть ты такой вне боя выстреливаешь там в кого-нибудь, у него там рука отлетает. Меткая стрельба, можно просто ваншотнуть с какой-то вероятностью. И палач тоже можно ваншотнуть, если он оглушенный. Осуждаю. Да. Но я подозреваю, что функция вот этого вот самого
самоубийство, оно здесь работает как выход из софт-лока, так сказать. Если в тот же самый, типа, очко ты прыгнешь в туалете, в котором полным-полно крови и спермы, то все, да, только это и остается. В общем, игра, да, довольно-таки жесткая. Что я могу сказать? Жесткая. По-другому и не скажешь. Самоосуждение. Сделано качественно. Я до этого видел только одну игру Stardew Valley. Погоди, Stardew Valley сделали на RPG Maker, разве? Серьезно? Не. Да? Серьезно, на RPG Maker? Охуеть. Не, ну это удивительно. Ха. Это интересно, слушай. Это очень интересно. Теряет равновесие. Да ебать, сколько урона-то, вы чё, конченые, что ли? А, и все равно уползывает. А я уже думал, разница какая-то будет. 3 лавандовых лепестка. Блин, какой неприятный враг. Подхилить бойцов придется. Я сейчас сам пишу игры, но уровня Stardew пока не получил. Все-таки не хватает знаний геймдев, арт-дизайнер. А, ты тоже делаешь игры? Ничего себе. Блин. Ох, вангую такой момент, что в будущем прям игр будет овер дохуя. И возможно даже прям очень хороших. В этом-то году очень много интересных игр-то выходит потихонечку. Ну, именно как безызвестные игры, инди-игры. Вот где-то начиная с этого года и, не знаю, прошлого, не знаю, с какого момента делать отсчет. Но вот примерно отсюда и начинаются вот эти все вот моменты, да. Инди-игры будут прям ебать. Но это очень популярная платформа, на Unity все-таки очень дорого писать. Ну, в плане ассетов, там, да, вот это вот все вместе. Средняя затрата на Unity 900 баксов. А, вот оно что. Но я об этом даже не думал. Ну, в том плане, что как бы я был уверен в том, что можно без таких затрат обойтись, типа. Ну как, вот в чем затраты эти? Возможно, в ассетах и в том прочих. Но можно же вроде и без них. Ожерелье поглощения души. Жестко. Так, кстати, вот артефакт берем. Статуя мученика.
На текстуры игры. Но я в этом плане думаю... Lost from Light. Привет. Спасибо за... О, большое спасибо. Большое спасибо. Добро пожаловать. Ну, куда пошел? Куда пошел? На, сука. Так, а че ты такой голодный? Я ж кушал вроде. Блин, токарь тоже надо покушать. Покушаться ему дать, покушаться. О, 303 патрон еще. Вот это камбэк, вот это камбэк, прям нормально. Просто в чем камбэк, если вот вы задаете вопрос? У меня вообще патронов не было. А эти патроны, ну просто ядрите в рот. Прям жестко полезные. Очень полезно. Просто бывают такие моменты, когда ты думаешь о том, что вот все ГГ-ВВП, а эти патроны, они прям, да, могут выручить. Выстрелы из ружья и там прочее. Могут прям реально выручить. Синяя трава, мухомор, шиллинги. Овощной пирог. Еда — это всегда хорошо. Белый гриб. О, hello, Kumar. Where you been? Hello. Long time, как это будет правильно? Not see? Или типа того. Давно не виделись, типа, короче. Как будет правильно сказать? Блин, дать ему портрет или не стоит? Yes, long time. Yeah. Давно не виделись. Да. Типа того. Типа того. А, тут такие челики сидят, серьезно? А я не подозревал. Табак. Курящий был, курящий. На бумагах есть какая-то надпись. Я слушаю их по ночам, мне скользят по темным коридорам. Мы для них просто жертвенные агнцы в ожидании резни. Один негатив вокруг. Похоже, он занял всю кровать. На бумагах есть какая-то надпись. Чей смех сейчас? Чей смех теперь? Я спрашиваю. Я нашел самое безопасное место в этом прогнившем городе. Чей теперь самый глупый? Чей? А в чем суть игры? Я просто сначала не смотрел. Ну, изначально просто ребята едут на поезде и оказываются... Ну, короче, смотри. В самом начале, когда ты нажимаешь новую игру, ты выбираешь персонажа. Далее твой персонаж сидит в поезде и тебе дают выбор, рассказать историю персонажа или нет. Там выбираешь, типа, что он сделал, там прочее и так далее, как его жизнь протекала и так далее.
И от этого ты будешь как бы делать билд своего персонажа начальный. То есть он будет уметь драться, или он будет стойким, будет он наркоманом, будет он здоровым и так далее, короче. Ну и соответственно дальше. Так, орел или решка? Плюс или минус? Рассказываю дальше. Дальше чел твой засыпает в поезде, и он видит сон, как в каком-то стрёмном месте находится, там какой-то стрёмный хер приказывает ему делать всякое дерьмо. Ага. Ну, значит, давайте выберу решку. Хуй там. И по итогу ты переживаешь жесткий ночной кошмар, в котором ты видишь типа старых богов и там прочее и так далее. И потом с тобой связывается, так сказать, один чел по имени Перкеля. И на небе огромная, сука, огромная луна ебалом висит. И этот самый Перкель говорит, что наступил фестиваль. И дальше тебя ожидает как бы испытание и там прочее. Вас типа 14. И вы должны делать всякое ради вашего выживания и там прочее. Как-то так. Ну и потом он еще сообщает о том, что у вас, ребята, осталось всего лишь 3 дня. По истечении этих 3 дней случится конец фестиваля, который, ну, возможно, вас погубит или нет. Там все зависит от ваших типа решений и так далее. Там, короче, все загадочным образом подается, вся эта инфа. Короче говоря, тебе этот самый хер говорит о том, что все, началась королевская битва, вас 14 человек, ебашьте друг друга. Последний, кто выживет, тот молодец. И тот должен прийти к нам на башню, получать приз. Грубо говоря, так. Но прелесть в том, что можно этого говна избежать. Но как? Вот это непонятно. И я вот пытаюсь этого вот, соответственно, достичь. Неплохо, мне просто 2 солдата сзади напоминают солдат с 3-го, такое, правда. Нельзя. Да. Здравствуй, юность в сапогах. Та-та-тан-та-тан-та-тан. Так, давайте. В натуре я кое-что забыл. Прикиньте. Ща, подождите. И забыл имбу забрать. Есть одна имбовая пушка. Прежде чем входить в этот файт, я возьму крутую пушку. Is this for personal school students? No. This is a soldier of Bremen army, I think. These two, but they, I think, like partisans.
actually. They just doing double agent shit and they die using some poison. Maybe. And I revive them using necromancy. And they are right now my servants. Yeah. Как-то так. Да, тут, кстати, есть возможность использовать некромантию. И ты с помощью некромантии можешь оживлять трупы, которые будут потом сражаться на твоей стороне. Из that Ghost House. Ну, тут есть такие моменты, когда вы уходите в параллельную реальность, типа как в Silent Hill. Вот. Давайте я тут, к примеру, использую ритуальный круг винушки. Короче, смотрите, тут несколько ритуальных символов. Вот ритуальный круг винушки, оно делает такую херню. Сейчас покажу. Оно... дает прорасти дереву рядом с этим ритуальным кругом. Соответственно, это нам дает возможность вот так вот подняться, да, наверх, к примеру. Открывает новые возможности перемещений и там прочее. Какие статы у Маринки? Но у нее, как бы то ни было, свой прикол тоже есть. Вот это вот как бы все зависит от того, как ты поставишь тут. Но изначально статы, конечно, не другие. Например, вот у нее там хп 100, а у бывшего солдата, например, 125. И атака там, конечно, соответственно, чуть по-другому тоже будет. Виталик вышел из тюряги. Надеюсь, ты поскромнее станет человек после этого. Так, давайте орел или решка. Давайте я, наверное, с преимуществом выберу вариант, если что. Плюс или минус? Орешка. Так, что получается? Решка, орел, решка. И с преимуществом. Блять, ёб твою мать. Просто... Не, ну вы верите в это говно? Я типа кинул 2 монетки. Это типа 50 на 50 должно было быть, но получилось нахуй типа 0. Это как вообще? Пиздец вообще. Ну так разве бывает? Да сижу, да вообще хереть можно. Реально соснул, получается. За что? Это за что? Так. Ну, погнали. Короче, далее тут у нас будет сейчас безумно сложный файт, по идее. Но я вроде бы, блин, максимально подготовился к этому файту, и проблем не должно быть. Марин, ты пришла, говорит черноволосая девушка. Я знал, что ты придешь за мной. Прости, не знаю тебя. Как? Что ты имеешь в виду? Почему ты себя так ведешь?
Разве ты не видишь этот мир? Оглянись вокруг, посмотри на заколоченные стены, посмотри на тьму, которая нависает над нами. Этот мир создан только для нас. Этот мир не будет нас судить. Мы можем быть единым целым. Все еще не знаю тебя, я понятия не имею, о чем ты говоришь. Марина, это я. Это не совпадение, что мы обе оказались в Прихевеле. Тебе нужно было увидеть, как я ухожу, прежде чем ты смогла бы понять, чего тебе будет не хватать. Я приехал в Прихевель из-за своих родителей. Я получила письмо от моего отца. Я не знаю, в чем твоя проблема, но я никогда в жизни тебя не видела, извини. Почему с тобой вдруг стало так сложно? Взгляните на это ебало. Это я, Самари. Или Самари. Мы встречались друг с другом бесчисленное количество раз в Ватикане. По длинным коридорам Министерства Тьмы. Ты знаешь меня, я знаю тебя. Мы делили наши самые сокровенные моменты вместе. Я видел тебя настоящую. Я видел, как ты тратишь часы каждое утро только на то, чтобы правильно накраситься. Я видел, как ты ласкаешь себя. Я знаю, как ты просыпаешься каждую ночь для того, чтобы дочитать книгу, под которую заснула. Охуеть, да? Эти взгляды, которые мы обменивались, я знаю, ты ненавидишь своего отца. Я знаю, что ты хочешь его смерти. Я убила его. Я знаю. Подожди, что? Вот почему я создала все это для тебя. Это, блядь, сказала о моем отце. Я убила его. Я не хотела, чтобы он запятнал наш новый мир. Это то, что от него осталось. Да кто ты такая, черт возьми? Ты ничем не отличаешься от тех тварей, которые там ползают. Если тебе так нравится этот мир, ты можешь остаться здесь до конца своей короткой жизни. Мне насрать. Но... Что ты говоришь? Я не понимаю этого. Не получится. Она превратилась в ебанутую мразь, которая называется как дисморфия. А, ебать, я забыл, знаешь, что сделать? Блин, я таблетосы выпить забыл. О, Гарик, держись, не сдохни, блядь. Ты зашел. Блин, пацаны, держитесь. Бля, тихо, парень. Сука, она еще кого-то подняла, нахуй. Гуля. Надеюсь, не токийские, блядь. Да охуеть этого гуля, ну серьезно. На, 1500, не хочешь? Так, и максимальный урон по ебалу ей. На, блядь, все. Но минус боец. Нет, только живой. Но у него руки нету.
Вот такая вот суровая игра, минус рука у человека. Пришей. Нет. Подожди. По-моему, все твои ништяки у нас есть. Да, вроде все есть. Всё, залутали Моша. Крип-крип. Я абсолютно сияю. Сияю. Почему? Разве ты не видишь? Не. Отпили мне голову нахуй. Вот, сияй теперь. Так. Бесформенный столб из человеческой плоти. Это должно быть моим отцом. Я сожалею о твоей потере. Не нужно. Я никогда не любил этого ублюдка. Он ждал этого очень долго. Я никогда не знал боли мерзкого и презренного человека. Почти комичного, злого на всех и вся. Просто всю свою жизнь избегая очевидного, если ты никому не нравишься, ты продолжаешь настаивать на том, что все остальные неправы. Ты относишься к другим как к мусору и удивляешься, почему ты в конечном итоге остаешься один. Какой печальный случай. Надеюсь, его порабощение продолжится и в загробной жизни. Надеюсь, боги позаботятся о том, чтобы он понял, сколько ничтожным оказалось все его существование. Пусть этот гнилой бездельник продолжает поклоняться богам даже после смерти. Какой мерзкий человек. Единственное сожаление о том, что мне не удалось прикончить его. Просто посмотри на него. Теперь он всего лишь беспомощный пульсирующий столб плоти. Достойный конец для такого бесхребетного куска дерьма. Давай просто беремся отсюда, место такое скучное. Все, погнали. Let's go, let's go, let's go. Вот как-то так. Как-то так. И вот тут, в принципе, можно сохраниться. Наверное. Блин, я даже не знаю. Короче, тут есть такой момент. Мы можем пойти поспать в кровати, соответственно, и сохраниться в кровати, и прокачаться, что хорошо. Но в то же время, как бы, время у нас будет, как бы, ограничено. Точнее, оно, начнет сокращаться. У нас сейчас утро третьего дня. И, соответственно, если пойдем поспать, то у нас будет обед третьего дня. И у нас, получается, сохранение путем сна остается всего лишь 2 штуки. Всего лишь 2 сохранения. И в чем прикол, да? Прикол в том, что, возможно, мы не сможем спасти каких-то персонажей. Не сможем встретить их, спасти и там прочее. Но в любом случае, с другой стороны, как бы все скрипты тут уже пошли по пизде, поэтому как бы как будто бы и насрать, да. Давайте пойдем сюда. По лифту спустимся вниз и пойдем в поместье.
Это дворецкий. Это поместье мэра. Если шо. Так. Я вот думаю, может быть, еще мэра ёбнем, раз уж такое дело. Раз уж пошла такая пьянка, может быть, ёбнем мэра. А давай, ёбнем мэра. Потом ляжем спать. Не повезет, ну что поделать, охуеть. Я вроде как максимально застрахован сейчас. Ну разве что. Разве что токаря подхилим и вырываемся с двух ног. Погнали. А хотя погоди. Ну ладно, попробуем. Нормально, нормально, все. Мы по сути справились. Как будто бы. Да в смысле, блин? Чё не теряет равновесие, я не пойму. Наконец-то. Задушенная душа. Нож, мясной пирог, счастливая монета. И отпиливаем его башку. Как-то так. А. Ладно, в принципе, ладно. Так.
Блядь. Ебать, там народу отлетело нахуй. Пиздец. 4 из вас все еще остаются. Как я могу вам служить? Так, в живых остался Август. И кто еще, блядь? Блин, это еще жестко. Диагностика, сбор лекарств органов. Магномедицина. Кровавое жертвоприношение. Мастурбация. Чего, блядь? Воровство, запугивание, убийственное намерение, взрывчатые вещества. Владение голыми руками, уклон на рог. Повреждение, взлом. О. Господство над паразитами. Марионетки из плоти. Проказы крыс. What the fuck? Фотосинтез. Пиромантия. Пожинающие корни. Охуеть. Великий оккультизм. Гравировка. Это нам надо. Мастерство рукопашного боя. Угу. Замедленный метаболизм. А что такое мастерство рукопашного боя, интересно? Вообще не понимаю. Марионетка из плоти. Черный смог. Наверное, Марина. Выжженная земля. Давай. Ну, я вот думаю о том, что возможно не просто вот так вот, а тема посерьезнее. Изготовление оружия. Я не прокачал изготовление оружия, оказывается. Уклон на рог. Ну вот, кулачный бой, вот он. Танец смерти, медитация. Мастурбация. Ну а чё? Нормально. Адская дрочильня. Ты бы читал чатик, если в Редее у тебя было бы больше 5000 зрителей? Ну, скорее всего, да, наверное, не знаю. Я просто реально не знаю, каково это, ну, типа, читать 5000
Сообщение. Ну, я просто подозреваю, что это, скорее всего, было бы таким образом, что в любом случае... И зрители понимали бы, что их, скорее всего, не читают. Или просто бессмысленно писать, потому что в том плане, что... Ну, хз. Не знаю. Ну, если бы я читал, скорее всего, имел бы смысл. Не знаю. Это сложно. Я так представляю себе. Ну что ж, давайте позырим, что мы получили из всего этого. Что мы имеем? Что я могу сделать прямо сейчас? Так. Подрочить я не могу. А, нихуя себе. Понял, ладно. О, нифига себе, я могу гранаты создавать. О, создать оружие. Расписной фонарь. Металлолом, блядь. Прикинь, для циркулярной пилы не хватает просто металлолома, блядь. Просто металлолома не хватает. А это что за хуйня? Пиздец. Так, а что я получил? Что это такое? Фонарный цеп. Самодельное оружие, которым немного сложно владеть, но и трудно правильно читать, что делает его непредсказуемым оружием с большой массой. Также может вызвать ожоги. О, ну... Как будто бы крутое оружие. Подожди. А, она не умеет им владеть. Да, урон как будто остался таким же, но ловкость, кстати, повысилась на 1 всего лишь. 1. Печально. Техника теневого клонирования. Не понял. А, 5000 стоит. Что? Что за бред? Хе. Странно. Да. Если бы было так, конечно, это было бы странно. Ща миллион будет. Так. Еще одного серпа не хватает, прикинь. А куда я продевал цеп? Точнее, серп. У меня точно этих серпов должно было быть, ну, овер дохуя. Да, я мог деть. Бред какой-то. Подожди-ка. А что в подвале происходит?
Миллион. Жестко. Да. Спасибо. Вот что это за говно вообще? Почему это нельзя уничтожить? Привет, Флимли. Здорово. Я бы сказал, что я запрещаю этому дерьму жить и уничтожил бы. Так, ну что, погнали в церковь. Сейчас мы продвинемся дальше. Ну, не знаю, кстати, возможно, Даша. Возможно. Мы сейчас тупо игру пройдем. Не факт, конечно, но возможно. Спасибо. Лол. Ебать. No, 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 no. Это что за ебатень, нахуй? Это что, блядь, было, блядь? Из радио появился еще. Джин выпердыш. А, это та хрень из той лавки. О боже. Плюс один преследователь внезапно. О боже. Да за что? Ну я не знал, что так обернется это все. Я 3 желания. Он скорее меня трахнет, чем... Ты понял. Он скорее свои желания исполнит, чем мои. Осталось 2 желания. Блять. Прости меня, отец, ибо я согрешил. Никакого ответа. Там кто-нибудь есть? Вы никого не видите. Покинуть. Так, мученик, который пытается преодолеть своих идолов. Да. Фелиция. Вот. Let's go! Это что за выбор, блядь? Есть 2 стула, так сказать. Ну давай правый. И левый. Че это, я мелочиться буду? Блять, пиздец. Нет, 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 нет. Пиздец. Так, стой. Мина-ловушка, кстати. Ну, let's go, нахуй. Что ты на это скажешь?
Минус одна рука. Да, минус вторая рука. Умение. Марионетка из плоти. Магномедицина. Ничего себе. Анализ. Прикольно у меня так-то. Навыки есть. Ну и что дальше? Улыбишься. Весело тебе? Давайте просто вот так вот сделаем. Вот так. Все, готовченко. Извлечь орган. Блин, я теперь на органы могу разбирать. Ничего себе. Интересно. Черный рынок, да. Блять, я его не залутал. Пиздец. Да ёбаный ты стыд, серьезно? Там снова этот джин появился. Рыльца мозгоцвета. Рыльца. Ауч, аккуратно. Давай убей ее, ёпта. Хорош. Камень душ. Тело багрового отца исчезло после его поражения, осталась только пустая оболочка раковины. Выглядит для вас довольно типичной раковиной улитки, но вы не специализируетесь по улиткам, так что это не стопроцентная точная информация. Нет органов, которые можно было бы извлечь. Вот так вот. Блин, там это ебало ходит страшно. Что это за хуйня вообще? Я его разглядеть даже не могу. Жизнь здоровья. У него хуй?
Я его там, блядь, запру. А он так заперт, все. Урод вонючий. Но там столько лута осталось. А! Пиздец. Быстрая стойка. Блин, Марина не покушавшая. Неплохо. Блин. Как он так... Так, и покушать даем овощной пирог Марине. Свечи зажжем. Красная трава. Не, вообще классно. Круто. Добрый вечер. Блять, ебать ты подорвался, чел. Ты чё? Листики-нолики, блин.
подохнет, ёптить. Наконец-то. Кусок ткани. Мы не совсем уверены, что заставил этого человека вырасти таким огромным. Он огромен во всех смыслах этого слова, за исключением области паха. Его мышцы почти вырываются из торса. С его макушки содрана кожа и прибита гвоздями к груди и спине, чтобы обнажить изуродованную голову, по форме напоминающего наковальню. Обнаженный череп даже на ощупь кажется таким же толстым. Мужчины не страдают от подобных уродств и ожогов, как люди, которых вы видели снаружи, но на самом деле его кожа очень бледная, как будто он годами не видел солнца. У столбняка нет особых слабостей, кроме потусторонних сил, оказывающих на него повышенное влияние. Ясно. Эктоплазма. Утомленный солнце. Так, какой бы орган от него вытащить? Не, ну у такого чувака, наверное, сердце крутое. Сердце. Статуя разбита, кажется, так было уже очень давно. Статуя скорбящей. Скорбящей должно быть считаться самым святым в этих краях. А этот сраный джин все еще там или... Да, все еще там. Блин, оказалось бы, я могу зайти залутать. Но лучше не стоит. Не будем испытывать судьбу. Испытывать судьбу вот реально не стоит. Вот что-что, а вот этого делать вот правда не стоит. Судьба была к нам благосклонна, пускай это так и остается. Улицы кажутся слишком тихими даже для заброшенного города. Что за пенис? Это что за пенис? К вам осторожно приближается существо с угрожающим видом. Пенис. Здесь ничего красить. Затвердить. Обалдеть, он урон наносит жесткий. А, ебать, я... Это вот мой удар сейчас был... Это был крит, что ли? Нихуя себе. Пиздец, он нахуй крепкий. Хьюстон, у нас проблемы. Испытай меня полностью. Чужой член, да. На мой он точно не похож. Не, копье опасное, копье опасное. Все. Вот теперь спокойно будет. Относительно.
Нет, теперь надо его руку. Душит тварь рукой своей. Вот сколько хп его у ноги? Интересно. 400, походу. Зажми его. Придуши его. Души питона. Да ебать, сколько можно? Блять, он твердеет и твердеет, блять. Ну, типа... Сука. Ну, теперь это точно хуй. Без рук. Концевик голова. Боже мой. Я себя ощутил немного челиком, который занимается обрезанием, ну типа хирург, что ли. Он все твердеет и твердеет, да. Счастливая монета. У существа прочный экзоскелет, похожий на панцирь, который, кажется, защищает его от большинства видов атак. Только колющие атаки и потусторонние силы, кажется, возымеют эффект. Кожа или поверхностный слой на ощупь напоминает затвердевшую кожу, которая сгорела до хрустящей корочки. Кожа становится толще по направлению к голове существа, которое особенно хорошо защищена. Если это существо когда-то было человеком, вы подозреваете, что сейчас оно находится в конце своей метаморфозы. Вот теперь точно обрезание. Голова концевика. Вот так. Тимус. А что такое тимус? Это типа яиц? Мошонка? Может, своего человека члена сделал? Человек. Бля. Чела-члена. Многочлен. Бля, что мне предлагаете вообще? Одумайтесь. Так. Копье, конечно, сразу отрубаем ему. И твердеет, и твердеет. Ля, как девчонка пытается придушить. Но я... Шустрый. Член общества, да? И душит.
И души-то. Да, ей есть 19. Здесь всем есть 18. Мне даже кажется, даже если это было бы не так, то, ну, разработчик этой игры, он, ну, ему пришлось сделать так, что, ну, тут всем есть 18. Ввиду многих обстоятельств в этой игре. Наконец, нормально. 2 куска ткани. Глаз-то у него нет. Паращитовидные железы. Я хз, что это? Воздух наполнен отвратительным запахом запекшейся крови. Ебать, кто это? Вы видите множество глаз, светящихся в темноту наверху. В темноте наверху. Ты что за дерьмо? Блять, ты кто нахуй? Прокаженный Сергал вызывает вас на дуэли. Матанекаконе Магнификат, это мое имя, последнее имя, которое ты услышишь, прежде чем начнут лететь головы с плеч. Моя кровь бурлит неистово. Блять, косплеер какой-то ебаный. Четыре серебряных шиллинга. Ну, погнали. Минус рука. Тьфу, ты ублюдок! Я не имею дела с такими, как ты. Ты не тот, за кем я охочусь. Кто ты такой? Ясно, ясно. Ты один из тех идиотов. Тебе не стоит вмешиваться в то, чего ты не понимаешь. Люди воистину являются паразитами этого мира. Сила Луны взбешены. Сила Луны взбешены за вас всех. Вредители, паразитирующие на Луне. Вот почему повсюду происходит так много всякого дерьма. Двойники заменяют пропавших людей. Старые божества восстают из своих могил. Пространство и время разрываются. Силы отчаянно пытаются восстановить баланс из-за вас, болванов. Меня это устраивает. Еще больше претендентов, которых я должен буду обезглавить. Отчаливаю. Мне даже не пришлось запятнать свой клинок той мерзкой кровью. Чмо, блять, убежал. Копье Сергала. Из отрубленной руки Сергала. Пиздата? Пиздата? Лох он и в Африке лох, как говорится. Копье Сергала. Изысканно украшенное орнаментом копье воинских племен Северного Винланда. Декор наводит на мысль о высокоразвитых культурах, но сергалы остаются в значительной степени известным на старом Кале. Непонятно, что там написано еще. Вот так. Ебануться. Блин, спасибо этому уроду за то, что он появился вообще. Теперь у нас все четко. Да, лох и Сидор. Она мертва. Кто это вообще?
Спасибо, клоун, да. Блин, чисто какой-то, типа, хуй знает. Анимешник какой-то появился. Проорал какую-то кринжовую хуйню и испарился. Эх. Да уж. Блин, даже не знаю, кто это вообще. Аниме-вечеринка этажом ниже. Погоди, где мы? Церковный район. Грубый фонарь. Мел, кусок ткани. Очищающий талисман, тухлое мясо. Любопытно. Желтый флакон. Очень любопытно. Пули. Ну давай, ёбнем его. Косарь! Жестко, жестко, жестко. Блин, не души так девчонку, Ты чё на? Член на девку напал. Да вообще офигеть. Наконец. Твердей, твердей, блин. Нам насрать. Это все. 10 шиллингов. Богатый хуй был. Рыльца мозгосвета. О, ничего себе. Член шейха сбежал. Блин, саундтрек этой игры, конечно, ебет. Вот что Чипирон делает, от вас член сбегает, даже у девушек. О, 303 патрон, хорошо.
Великий дебаты Прехивилла, состоявшийся в июне 1919 года в Большом дворце Прехивилла в Богемии двумя скорбящими сторонами Великой войны. 1919. Не знаю, возможно, важно. Хер его знает. О, ничего себе. Обсерватория. А, шорткат открыл. Шорткат открыл. Окей. Ну, музыка здесь такая, да. Типа относительно безопасная. И вот это. Типа, блин, чё, братан, готов охуевать? Давай. Кольцо Бетеля. Это статуя человека, обвитого гигантской змеей. На лице этого человека гримаса страданий. Да кто ж кайфанет от такого? Блять, господи, ну и трек, конечно. Храм. Что-то башня перед вами кажется неправильным. Ваши первобытные инстинкты говорят вам убегать. А, это я пришел к башне, нихуя себе. Это пока безопасно. Ну да. Дом Донована. Паутина медленно колышется в углу, когда вы входите в здание. Глава 2. Да есть у меня эта история, пакет. Жертвенный круг готов. После долгой ночи наконец наступает рассвет, приглашая нас в землю обетованную. Город преследует меня в часы бодрствования, беспрестанно, бесконечно. Это не владение людей. По крайней мере, раньше этого не было. Это не владение новых богов. Король. Король. В своих снах я видел башни, пустые оболочки бесконечного города, те, кто терпеливо ждет возвращения своего короля. После долгой ночи наконец наступает рассвет, приглашая нас в землю обетованную. Маленький ключ. Я видел этот сон. Вы даже не уверены, на что смотрите. Деревянный сундук. Орел, решка. Плюс, минус. Значит, решаю я. Никто не помнит, да, что было в прошлый раз? Ну, давай с преимуществом решка кину. Вот такая игра. Просто вот такая. Охуительная история.
Так. Все. Одобрили логотип. Все, выполнил работу. По доставке, на подставке много пустых свитков, собирающих пыль. Может, зачем копить пустые свитки? Это вопрос, над которым буду размышлять. О, прикол. Ну тут я, пожалуй, сохранюсь. Да? Черт побери. Блин, вообще балдеж, ребята. Эксон есть, ебать. Ебать. Прокачка. Сюда, сюда. Жестко. Жестко, ребята, жестко. Желтый флакон. Око Чивона. Око Сильвиан. Говорят, что это око самой старой богини Сильвиан. Как оно попало сюда, стоит загадка, у вас есть сомнения, но оно, кажется, действительно усиливает исцеляющие эффекты. Интересно. Ну, решка. Я... Чисто хуевая, вот просто, реально. По-другому сказать нельзя. Это чистая хуевоз. А, переулок Мавзолея, я понял. Ну что, давайте максимум импакта внесем в эту игру. Пройдем ее. Я уже, по-моему... Короче, смотрите, я тут был. Вот везде тут все побывал. Осталось это место. И вот это. И все, по сути. И все. По идее, все. Но там еще, возможно, есть какие-то подземелья, хуй там прочее. Вот это вот ебаненько может быть, да. Но во всем остальном... Четко все. Бля, ебать, нихуя себе. Токарев где? Вот он. Опять убить. Это заш.
Это Мошу убили наоборот. Наш шеф-повар живее всех живых. Четко. Счастливую монетку держится. Пшеничная мука. Ну все, врываемся просто с двух ног. Музей. Ебать. Молодой господин, мы снова встретились. Добро пожаловать на большой маскарад. Мы празднуем конец времен фестиваля термина. Я уверен, что вы уже знаете о фестивале. Ах, но мы не вечно молоды, не так ли, мой господин? Я понимаю, что ваше время это деньги, и деньги не за горами. И если не ошибаюсь, вы ждете, когда позвонят колокола, я прав? Но прежде чем это произойдет, я хотел бы представить вас некоторым из моих ближайших знакомых. Но кажется, я не могу вспомнить, куда они могли подеваться. Они должны быть все еще где-то на балу. Но на всякий случай, если вы столкнетесь с ними, скажите им, что я послал вас. Те, о ком я говорю, это Красный Дьявол, Жрица Солнца и Счастливый Продавец Масок. Конечно. Счастливый Продавец Масок, Красный Дьявол, Жрица Солнца. Я уверен, что вы узнаете их. Человек за маской, похоже, находится в самом разгаре. Эти люди кивают и шевелят присохшими губами синхронно друг с другом, но слов не слышно. Такое впечатление, что они составлены на автопилоте. Может быть, когда-то здесь был настоящий маскарад, и люди по какой-то причине бездействовали? Вы можете видеть обожженную кожу под маской, глаза стеклянные и сухие. Весь каркас выглядит ослабленным, почти так, как будто эти люди стояли здесь целую вечность. Ничего себе. На вывеске написано: выставка, представленная здесь в Национальном музее Богемии, глубоко погружает в различные религиозные верования по всему миру. Алмер, вознесенный, отличный пример того, насколько разными на самом деле могут быть эти точки зрения, если рассматривать их через призму разных культур. В Европе Алмера часто изображают как мужчину с европеоидными чертами лица, лысой головой и мускулистым телом. В восточных святилищах так. У него член. Ну, конечно, он же мужчина. Член. На этих изображениях он часто тоньше, чем его западный коллега, и щеголяет более длинными волосами, и ближе к тому, каким его описывали до восхождения и потери всех волос на теле. Естественно, черты его лица часто выдают в нем уроженца восточных святилищ. Западные изображения подчеркивают его божественный облик, а в то время как восточное святилище он более гуманизирован. Лол. Правосудие приближает. Как так? Ауч.
Нихуя себе! Привет, Вахпуф. Здорово, рад видеть. Легко, легко, легко. Скрытая душа. Кто это был, блин? Охереть, это был участник, ничего себе. Блин, я какого-то бедолагу ёбнул. Ну как? Ну, конечно, он бедолага. Ну, что поделать, что поделать. Случилось и случилось. Блин, медленный метаболизм — это вообще имба. Ой, бля, Танака, ебать. Записи Танаки. Пиздец, это же Танака, оказывается. Бедолага. А где маг в желтом одеянии? Ёбнули? Ну тут почти всех ёбнули. Только я и Марина остались. Маг в желтом одеянии. Оса его звали токаря. Но я понял, о чем ты. Запись Танаки. Что он там писал? Я пытался обмануть самого себя, отрицая неизбежное. Ошибки быть не может. Я чувствую, что внутри себя уже несколько дней. Я чувствую это внутри себя уже несколько дней. То, что случилось с Маркой и всеми остальными на этой проклятой земле. И я знаю, что я следующий. Выворачивающая внутренности тошнота глубоко внутри меня. Она растет быстро. Все мои воспоминания и сожаления, они становятся все более тяжелыми. Это бремя, которое почти непосильно нести. Теперь я понимаю, почему Марко поддался безумию. Это действительно судьба худшая, чем... Это действительно судьба хуже, чем смерть. Ну, типа так. Блин. Танако, конечно. Хороший человек был. Хороший. Жалко, что ёбнули его. Руна морского дракона. Второй. Нормально. Нормально. Почему стример покраснел? Не знаю даже. Но я тут цвет максимально убавил в комнате. Ну вот так получше, да. Ты чё, подумал, что я немного хорни стал или типа того? Чё? Почему он покраснел? Бля!
Нет, 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 нет. What the fuck? А его можно ёбнуть? Не то чтобы я спрашивал разрешение. Он где-то там ходит. Ну и картина. Человек в маске. Ты веришь, что это не 10 минут? Человек в маске, кажется, находится в каком-то трансе, повторяя один и те же слова. Что с тобой не так? «35 минут и 25 до следующего часа. 35. Интересно. Красный жрец. Мне нужен какой-то красный жрец. Вот эти вот кажутся максимально странными. Игра души жестко. О, пули. Охереть, это место огромное. Пуля у бабули. Не с места, а то моя бабушка будет стрелять. Или там была мама. Так. Понимаю, блядь, нихуя себе. Медвежий капкан. Тебе понравится? Или так же будет совершенно поебать? Ты такой умный? Ебать ты умный, бля. Слушай, ты че такой умный? Подберу-ка я обратно свою мину. Так, это хуёво. Что-то он какой-то странный. У меня, в принципе, есть оружие. Не копье зеркало, вот. Шабаш. Ну вот, типа, он должен, наверное, сработать против него. Как вариант. Или попробовать выстрелить в него, подожди-ка. Давай с пистолета. Вообще похую.
Да и недавно сохранялся, в принципе. Погнали, блядь. Пиздец. Поп появляется из нихуя. Камень душ. У него... Он получает урон, окей. Блядь, ёбаная. Так, анализ. Черный смог. Да, попробуем черный смог. ...88 урона. Сущность в виде гномика, нахуй. У По нет очевидной слабости. А, мой меч-то может его разъебать. Хватка джина, бля. Но... Орел? О, боже, нахуй. О, боже. Бля, по идее надо было сделать наоборот. Дать меч девчонке, а мне самому в рукопашный его хуярить, блядь. Хорош! Нормально, четко. Такого конченого урода ёбнули, прикиньте. Блин, он реально был стрёмный. Сколько монет потратили счастливых, чтобы увернуться от его этих захватов? Эта сука точно бы схватила нас и трахнула бы этим пенисом своим. Вот просто... Не надо быть... как бы это сказать... Шерлоком Холмсом, чтобы понять это. Минус. Так, его современник Магус Шар, император Святого Ватикана, описал Назру следующими знаменитыми фразами. А, Назра. Бредящий старик, прошедший мимо времени. Тот, кто держит весь цивилизованный мир под своим нарциссическим гнетом, думая, что все нации должны подчиняться его детским истерикам. Ой, есть интересный место. Все статуи в этом зале были найдены на месте археологических раскопок в Южном Рандоне. Каменные плиты раскопаны на месте археологических раскопок в Северной Рандоне. На плитах изображены 9 цветовых пятен, упомянутых в книге Гомера. Резьба датируется примерно 20-тысячным годом до нашей эры. А это страх и голод, да? Бетель просветленный, знаменитый новый бог, который создал великую библиотеку в городе богов. Обычно рассматривается как отец просвещения среди новых богов и тот, кто написал человеческие дилеммы. Широко распространено мнение, что мифическая фигура основана на Бетеле Кишаре, одном из самых популярных ученых древней Месопотамии.
Так. Давайте закурим табак. Да ну нахуй. Не, в пизду, я его больше не трогаю. Чек. Гаэльский двуручный меч. Бля, ну а мы можем просто отрубить эту сигнализацию? Блин, что это за говно? А? Здравствуйте. Он не агрессивный, кстати. А, это лошадка. Надо, походу, просто последовать за этим конем. Или типа того. А, это вы про догму разговариваете? Запускать догму. Ну, после этой игры, наверное. Ну, надо же пройти, и чё, потом уже догму поиграем. До куда дошел? Вот тут вот нахожусь. Не застрял, но вроде нет. Я убил по призрака. Но он снова появился. Сволочь бесконечно появляется или его можно уничтожить? Жестко прокачался. Всячески. Так, что еще? Встретил одного урода, взял у него копье. Чмо съебалось просто. У меня есть две руны морского дракона. Теперь Марина носит черную сталь. Где появился призрак? Здесь? Почему ГГ дети? Ну, по идее... Ну, они дети, да, по-моему. Но якобы по лору им по 18 лет. Ну, дети, как бы, да. Ну, на самом деле, мне кажется, им по 16 лет или типа того, хз. Да. А враги — это половые органы. Враги — это половые органы. Вот он, говнюк. Я его один раз уже победил. Система сигнализации.
Блин, жестко. Рифленый нагрудник. Рифленые наручи остались только. Блять, нахуй разбить и забрать может, а? Че думаешь? Да, хули. Альт F4. Блин, надо было амулет взять. Бля, надо было амулет взять. Древняя резьба по камню, найденная в Сангае Бессоне. Танакич тут лежит. Бля, ебать он душит, конечно. Ролл 34, блядь. У меня же антипорнушный этот стоит фильтр. Я не знаю, что там. У меня антипорнушный фильтр. Да? Не посмотреть. Не могу. Мужики с вагиной. Что с вами не так, блядь? Why? Блять, понятно. Теперь увидел. Все. Все, теперь увидел. Понятно. Да, он это еще и в Таиланде не был. Окажется, там все, пиздец. Пиши пропало, как говорится. Потеряем человека. Потеряем человека, но получим подругу. Возможно.
догму. Так, подожди-ка. Ну, надо продвинуться нормально. Ну, хотя бы 400 урона ёбнули бы. Давайте, ёб пошмать. Ясно. Хотя попробую потом в следующем стриме поиграть. Но, короче, давай я тебе обрисую ситуацию, что сейчас будет в догме, короче. Я сейчас буду сидеть буквально час или два. Создавать челика. По-любому. Ну ладно, ну я попробую показать, ладно, чё вы расстроились сразу. Так. По-моему, я хз. Просто я помню, что-то было. Два 35 или 25. Ну вот 35 по идее. Почему 2? Ну, в школе, по-моему, было 2 часа. Ладно, методом проб и ошибок. Понял. Окей. Ну ничего, сейчас подберем. Блять. Совсем поговорил? Да, вроде не со всеми. Вот эти вот болтают 10 минут. — 35 минут, 25, 35.
35-10. 35-10. Брутфорс не сработает. Я везде рисует член, не нашел другого. Блин. Ладно. Society виновата. Такой уж на Society. А что это за лошадь вообще, интересно? Я имбу нашел. Нихуя. Но ловкость режут жестко, конечно. Вот для дробовика. Медвежий капкан. О, сезон отобленный месяц сера. Сера. Треугольник. Треугольник внутри треугольника. Такие средневековые доспехи. Ебучий рот. Короче, вот такая вот тема. Так, было сказано 35. Вот. Треугольник в треугольнике. Вот так. Или 10 минут. Этот джин из магазина, кажется, да. Да, пиздец, теперь гонится за мной нахуй всю жизнь. Сволочь такая. Сволочь.
Son of a bitch. Марина больна от голода, нихуя себе. И такое бывает. Выздоравливать. Время узнал. Сезон, сера, а время... Ну, единственное, что говорят... Минуты только говорят. Минуты. Вот сейчас. Не, ну по идее забрутфорсить-то можно. Красный чел еще раз попробуй-ка. А вот и все. Забрутфорсил. Брутфорс это сила. Брутфорс это сила. Дробовичок. Чок. Филинг. Тухлое мясо. Грязная туалетная бумага. О, эскалатор. Эскаватор. Точнее. Мел. О, патрона. Четко. Элеватор. Да. Внизу вас ждет ничего, кроме всепоглощающей тьмы. Вот так вот. Живите с этим чисто. Белый бункер фото. Бункер заглушает здешние звуки шагов. Что-то в этом роде. О, нихуя. Болт. Бля, мне металлолом нужен, и я соберу циркулярку. Пипец, у меня циркулярка была бы. Текст снизу не видно. Блин, давайте-ка настроим чат. О, большой текст теперь. Так лучше даже. Во, все. Пушка. Проверьте подключение. Кл. Ист. Кл. Ист 2. Кл. Статус подключения в порядке.
Белый бункер. Взрывозащитный дверь только что закрыл за вами. Этот темный бункер только что стал вашей могилой. Охуенная история, товарищи. Старый сайт. Воу, блядь! Ваша кожа сгорает до хрустящей корочки. Ебать. Теперь я Чипс. Мистер Чипс. Сгорел на работе. Да. Тридцать пятый час. Ну, в принципе, окей. Это окей. Ну, раз уж вы, ребят, так сильно просите, давайте попробуем немного поиграть Dragon's Dogma. Смотрим, что это за игра такая вообще. А то что-то совсем бы... Так. Но я думаю, что термину мы пройдем, ну, точно завтра, наверное. Или типа того. Заинтересовали. Да я даже не читал, если честно. Но вы так... Ну, вы так оживленно об этом разговариваете, что я такой, блин... Ладно. Да, так уж и быть. Нет, завтра точно пройдем, я думаю. Потому что... Ну, что-то... Есть такое у меня предчувствие. Есть у меня такое предчувствие. А это нормально, что он в маленьком окне не открылся? Компиляция шейдеров. Человеческая игра. Это загрузка на полдня. Не, ну он у меня в SSD-шке стоит, так что не должен долго. Но я еще отойду, еще подойду.
Ебать долго, нахуй. Окей. Окей. Я на месте. О, что так ярко. А, наоборот. М. Ну, типа так. Ну, блин, мне 33. Спасибо, Паша. Откажись. Используйте вы функции, что позволяет вам нанимать пешек, сопровождать игрока, созданным другими пользователями. Окей. Dragon's Dogma. Окей. Так, но... Я его еще в Таиланде обновил.
Так. СДФАО. Ну, значит... Ну, хуй знает. Может и похуй. Средний? Плавность движений. Ну все, я думаю, наконец-то можно поиграть. Вера — наивысшая ступень проявления воли человека Онарда Хокко. Окей. Танцуют. Смеются. Поют. Играют. Погодите, это что, якутская игра? Благородные гости, да услышит каждый хер. Долгое время Вермунд претерпевал невзгоды. Лишенный истинного монаха, готового взять бразды правления в свои руки. Десятилетия минули с тех пор, как его величество Эрланд восседал на троне дракона. Многие испытания выпали на нашу долю, но не напрасны были те жертвы. Проявлению консула приходит конец, и это благо. Свершилось. Законный правитель снова с вами. С нами. И сегодня мы это празднуем. Владыка снова с нами. Я, что ли? Игра престолов прям, да. Нет, что, Джон Сноу? Или Джейми Бартон? Да, походу, Джейми Бартон. Ваше Величество может рассчитывать на мою преданность. Ваше Величество, сколь долго я ждал этого мига. И третий разные челики какие-то. Нет, это реально мы? Джимми Нитро. Это, надеюсь, единственное движение рукой. Дальше он никуда руку не двинет. Там, типа, на небо, еще куда. Надеюсь, это единственное движение. О, привет, Леха. Привет, Кобра. Это Dragon's Dogma 2. А, давайте, ролплей.
Пред вами восседает человек, законно наследовавший трон дракона, герой, которого сам дракон избрал своим врагом. Внемлите и возрадуйтесь, ибо судьба даровала нам спасение, и это благо свершилось. Хвала небесам, ибо лишь истинный владыка может направить нас по верному пути. Восхвалим же их величество. Восхвалим. И пусть каждый стоящий здесь поклянется верности владыки, и да будем все мы едины в надежде, что нынешнему управлению не наступит конца. Да здравствует владыка Вермунда! Да здравствует владыка Вермунд! Восставший герой. Герой, коему предначертано сразить дракона. Коли ты хочешь увидеть истинную суть этого мира, отбрось предрассудки. Отдай мне свое сердце и свою жизнь. Кто это? Я призываю тебя проявить волю, не из праздной прихоти, но дабы изменить течение вод судьбы. Че, убивают? Как нас все? Недолго же он правил. Все. Раскопки темниц. Подольше идите, подольше. Я жую. Ага. Now, which one of you was it? No need to be shy. Итак, кто из вас это был? Не нужно стесняться. Мне просто нужно записать твое имя, описать черты лица. Давай шаг вперед. Вы можете выбрать заключенного, чтобы использовать его в качестве заготовки, или выбрать фигуру в капюшоне, чтобы создать персонажа с нуля. Are you the one? Is it you? No? It's hard to say. If it must be. Speak up, you good-for-nothing pawns. Оу. Is it you? Серьезно? Are you the one then? Aha, I thought I recognized you. Думаю, я тебя узнал. Да? Ну, понеслась. Человек или кошка? Вот тебе и фури игра. Так. Ну что ж, это будет чистый ролплей. О. Ну, мне не сказать, что вот прям такой. Блять, ну. Блять, чисто баска какой-то. Настройка. Да. Блин. У меня что было кесарево сечение, так сказать. Размер головы. Ширина головы. Я вот... Ну, вроде у меня довольно-таки большая голова. Привет, клоун, здорово. 6 эфирных ангелов впечатляет с модами, да.
Ну, как будто бы, да, очень даже... Ну, блядь, ну не настолько. Мне, конечно, голова большая, но чтоб такая. Не, ну просто, да, но будем реалистами. Игра, сука, дрочь. Пластическая хирургия, поехали. Объем. В смысле объем? Ну, блядь. Так, высота лица. Ну... Лицо у меня вроде нормально. Не, вот, короче, давайте... волосы на лице сперва сделаем. Так, надо побольше света. А то не видно. Ну типа. На всякую точку, ты же в курсе, что рост и вес в игре имеет, так сказать, влияние на геймплей? Нет, не знал. Очищение увеличивается и руки. Ну подожди, блин, мы не дошли до этого, господи. Ебать, много бороды, я столько не видел в своей жизни ни в одной игре. Нормально они тут занесли, так-то хорошо. Ну типа... Тебя в игру срисовали. Не оно. Ну вот, типа, но не оно тоже. Вот близко, мы близки, подожди. Вот что-то типа такого, но немного не то. Блеск. Ебать. Такое разве бывает? Ну, точнее, ну, не знаю. Переход корня кончика. Цвет корней. Ну ладно. Вот этот самый близкий. Вот самый близкий. 9? А, ну да. Ну как будто оно. Так, давайте прическу сразу. Ебать. Так. Блин, подожди. Нормально. Охуенно было. Погоди. Не, ну было охуенно, согласен, но... Бля. Не, вот это круто. Но тут надо иметь другой цвет кожи.
Но мне жалко не такие. Ну я бы в идеале такие волосы бы хотел в реале даже нанести. Это точно. Нет, на самом деле такие. На самом деле такие хотел бы. Блин, сколько здесь великолепных вариантов. Но вот в реальности я вот такой. Блин, это игра вообще охуенная. Какая же она охуенная стала уже просто. Но сейчас, подождите, давайте волосы все-таки выберем. Ух, Хал Дрогу может стать. Хал Дрогу. Ну вот, все. Пиздец. Ебать, я таки чувствую вот это вот. Брови так. Но брови у меня... Или что сразу гамать? Ну подожди. Не торопись. Успеем поиграть. Успеем. Ну вот. Вот оно. Волосы на лице, волосы на теле. Волос у меня на теле нет. Погоди, волосы на теле в каком смысле? Типа мы имеем в виду как бы пах и все такое или... А, вот так. Ясно. Мы такие типа смотрим, бля, жесткий чел, вся хуйня, и такой... Да. О, нифига себе, тут прям вот так можно. Круто, рельеф тела. Такой скорее. Бля, не вообще. Да. Мышцы. У меня мышц вообще нет, так скажем. Вообще жестко. Так вот. Нижней части корпуса. А, вот так. Ну, такой вот. Размер верхней части корпуса. Можно стать таким. Не, по факту все. Все по факту. Все по факту. Нифига себе, насколько уникальная может стать походка в натуре. Бля, чисто широта, нахуй. Что тут прям SF можно сделать, нахуй? Не, ну я вот такой. Не, ну ладно, не такой, но вот где-то... Ну... Такой, наверное, точно. Все совпадает, вообще совпадает, жестко совпадает. А, погоди, разворот коленей, ничего себе. Разворот коленей. Ну, конечно, вот тупо вот так, да. Все правильно, все правильно. Разворот локтей. Блин. Вес 94, ну это пиздеж, это пиздеж. А как я могу увеличить свой вес? Туловище.
Пиздец. Нихуя себе, центнером. Я могу стать центнером. Но какой ценой? Но какой ценой? Не, ну, чё ж. Локти правильно расположены, длина руки. Но длина руки... Ну, я думаю, дойдем. Ну, погоди. Челюсти, подбородок. А тут что, разве есть длина руки? Вот же, лол. Во. Так, ну... Ну так-то да. Глубина. Ну, глубина вот... Ну, такая... Ширина. Ну, я хуй знает, но... Ну, типа... Да, это лицуха, ага. Это так. Ширина груди. Вот так. Размер плеч. Ну, блин. Фэтшейминг. Это не фэтшейминг, это фэт... Бодипозитив, да. Бодипозитив. Так. Ну где-то так, ладно. Толщина предплечья. Что? Вот это что ли? Вот так вот, короче. Блять. Ну, не сказать, что прям так, конечно, но... Ну, где-то вот так, что ли. Ну, kind of. Вот так, наверное. Длина рук. Ну... Ну-ка. Не, ну до сюда достаю. Руки у меня длинные, да. Если посмотреть. Не, реально, руки длинные. Размер рук. Вот размер. Ну, где-то так, наверное. Ебать ты, орангутанг. Да. Окей, это все понятно. О, талия. Не, блять, ну будем честны нахуй. Ну, у меня не настолько огромная жопа. Ну, типа реально. Ну, вот. Видите? Вот. Прямой. Прямо у меня все. Ну, как бы. Ладно, вот тут жирок, типа, подступает по бокам, но... Не, вот это реально. И вот это вполне себе, да.
размер голени. Голень, да, такая прям. Но тут как будто бы... Блядь. Это так странно, блядь, эти прям реально... Я впервые как будто бы в натуре себя делаю. Так, ну чё, погнали, давайте нормально лицо отредактируем. Настроить гениталии должно. А, фу. Так. Морщины, цвет кожи. Не, ну вроде бы все нормально. Не, ну цвет кожи, типа, хотите сказать, что я... Блять. Вот как будто бы что-то где-то здесь. Йохакаге, привет. Лицо шире надо? Скорее всего, да. Вот так. Глаза уже. Так, голова. А, подожди. Это же не... Вот, голова. Ширина головы. Ну, блядь, типа... Не, объем это вот так вот. Это другое, короче. Этот взгляд. Ну, типа, такой, наверное. Дайте. Толщина бровей. Высота бровей. Погоди-ка. Брови не те. Но... А, подожди. А, вообще волосы имеешь в виду? Ну типа, как будто бы... А, переносится. Так. Брови. Какие тут еще есть? Ну вот. Мне вот этот, блядь, шрам не нравится. Уебанский пиздец. Чтобы тоже ворваться. О! Оно, да? Во. Вот это оно, по-моему.
А, густота бровей есть, нихуя себе. Подожди, тогда может быть не оно. Ну да, как будто оно. Так, глаза. Ну, блин, погнали. Блин. Объем глаз. Размер глаз. Угол. О! Ну, подсказывайте, какой угол у меня. Найковские брови. Да. О, прищур, нихуя себе. А, у меня есть что... Один глаз вроде такой... Правый вообще. Тупо нахуй закрытый. Практически. Хакаге, спасибо за фоллоу. Большое спасибо. Зацениваем чать. Алкаш. Кожа чуть, наверное, светлее, да? Ну, сделаем. Вот ширина. Сука. Так, подожди. Врываемся в догму. О, Ятрок, спасибо за 100 рублей, блин, большое спасибо. Сыновьям на оценку покажи. Ну, это завтра покажу. Так, давай кожу посветлее, наверное. А, вообще вот так вот можешь смотреть. Да блин, вообще кайф. Вам не кажется, что у меня немного умственные отклонения какие-то? Я вот смотрю на себя, вот на это лицо и думаю, что, по-моему, я болен нахуй. Типа, что-то как-то стрёмно мне даже становится потихоньку. Нет? Правда? Я не знаю.
Может, если я в зеркало буду смотреться, у меня будет подобное ощущение тоже. Мы привыкли. Зловещий с долины словил. Ну, типа, да, ну, стрёмно как-то. Так кажется просто. Так, ладно, давайте с волосами. Блин, ну волосы, конечно, тут... Типа... Вот такие-то волосы хотя бы есть? Не, ну вот это пиздато смотрится, даже это. Вот на нем это пиздато смотрится. Блять, ну вот такие вот волосы прям идут. Не, мне кажется, мне бы длинные волосы прям на мне бы и шли охуенно, наверное. Я прям что-то уверен в этом даже как-то. Не, ну вот даже такое, ну блин, посмотри. Просто взгляните на это. Пипец, классно же. Но меня ожидает только такая прическа, наверное. Хотя у меня нету в роду лысых. Вот такой, да? Ну, пиздато смотрится. Вообще охуенно. Так. Нос. Так, ну давайте ширина переносится. Ширина переносится. А, вот. Не сказать, что наоборот такая тонкая, как будто бы потоньше. Длина носа. Ну, как будто бы где-то тут ширина носа общая. А, это скорее вот так идет. Я вообще не то. Чей такой морщинистый вообще? Ну, блеск, да. Побольше блеска добавить. Зато, походу, у меня лысина ждет, как всегда. Думал, что отец облысел от работы на химзаводе, но не так давно узнал, что он от природы облысел, и вообще его уже перегнал к высокой лысине. Жестко, да. Но мне, слава богу, мне с этим повезло. А, ноздри, ну-ка. Не, ну как будто бы... Ну как будто бы оно, да? Уши. Шире? Ноздри, ноздри, ноздри. Ширина. А. Ну да, вот где-то тут. Где-то тут.
Я как будто сейчас его поцелую. Блять. Так, уши. Ну... Ушей вообще нет. Вообще нет ушей. А чё у шеи такие мышцы здоровые? Не знаю. Сейчас исправим. Но наушники своим придавил. Щеки. О, самое главное пришла. О. Ну не, погоди-ка. Складки шеи. Это типа второй подбородок, но его не видно все равно. Самоист. Ширина щек. Глубина щек. Ебать бурунду. О, довольно-таки высоко, по-моему. Гигачада можно сделать. Ну вот, что-то не понимаю, где это есть, эта настройка. Еще выше и шире. Так. И губки чуть вперед. Ну, когда закончим редактировать, поцелуем.
Рот. Сука, лыбится еще. Так, толщина губ. Уголки губ. Не, у меня наоборот вообще. Охуеть! Только губы надо было поменять и сразу становлюсь похожим. Ничего себе. Так. Расположение. Но это было очевидно, что я так долго буду сидеть. Это был 100%. Так. Ну, примерно, да, как-то так. Расположение нижней губы. В смысле? Во. Так. Челюсть и подбородок. Так. Ширина. Высота. Ну, такой. Блин, вот как назло одел черную футболку, ни хера не видно, блядь. Ну, где-то такой, да. Татуху еще какую. Четкое сочетание челюсти. Ну, пойдет, так пойдет. Так, глаза, грим. Ой, бля, узоры, шрамы. Так.
Подождите. Давайте вот немного с глазами еще поработаем. Ну и все. Так, и... Я вот насчет прически снова сомнения появились. Ну, блять, что-то прям вот это тоже хорошо. Как будто бы прям похож. Так, и шея, договорили. Ну, блин, ну так получается. А, вот. Вот как-то так. С какой дорамы сбежал. А, вот трапециевидный. Пиздец. Это так странно. Блять, и даже я признаю, это вылитый я. Пиздец, лицо такое получилось странным образом максимально похожее на мое. О, это очень странно выглядит. О, Леон Кеннеди. Блин, где эта прическа была? Вот это? Ну... Ну, кажется, оно. Походу, все. Готово выдвигаться. Шрамы всякие, блядь. Шрамы на теле. О, фу, не. Так, боец луч.
Бля, он такой, сука, странный, блядь. Класс можешь потом менять. Ну давайте. Боец. Пуля. О. М. Блять, гачи звук. Давайте вот это похуй. Так, давайте я поставлю себе на место. Там себя ставлю на место, пиздец. Некому меня поставить на место. Вот такой вот я вот охуевший. Всё, завершить. Возраст 33, да, подтвердить. Прозвище. Бля, пиздец, тут еще и прозвище. А, да ладно. Ну, так. Прозвище. Ебануться. Упс. Так, Нолан, давай на букву Н. На... Нестор. Нолан Ночка. Вот, Нолан Ночка. А тут, значит, по-английски напишу. Нолан Ной. Нолан. Нолан. Ну, пойдет. Все, погнали. Как же я долго его делал, пиздец. Не нравится мне твой взгляд, слишком дерзкий для пешки. И чё, блять? У большинства из вас взгляд пустой, словно у трупов. Впрочем, так и должно быть, учитывая, что вы восстаете из мертвых. Но ты совсем иного края. Кроя. Словно тебе ведом страх смерти, как и всем смертным. Но не переживай, полувыродок. 3 дня здесь, и ты будешь жаждать сладких объятий смерти. Давайте, шевелитесь, бестолковые олухи. Че, блядь? Блин, ну ладно. Вот потопал. Пошел. Ребята, я иду. Это же пиздец. Я в игре, ребята. В какой-то момент даже дремота хватило. Копи. Вот так вот постарались. Животе бурчит, поужинай пораньше. Опять работать. Хераси, что это за дерьмо? Змея? Что-то как будто обвелась вокруг кого-то. Блин, охереть, это Вавилонская башня прям. Чё ты там мешкаешь, ленивое отродье, шевелись? Да иду я пиздец. Думаю, мне лучше отправиться домой, говорит чел.
Сука. Do your injuries pain you? Раны болят? Pray. Молю, не Do not напрягайся overexert излишне. yourself. Руку. This is no place Тут не for место one для of таких, your как ты. ilk. Слишком уж сурово, даже мы, пешки, едва тут Even выживаем. we pawns are pushed to the brink. You ought not anger Не the стоит тебе overseer. злить смотрителя. Let us Следуй proceed к to the site. месту работы. Бег. Нормально тут. Twould be unwise to Крайне disobey. неосмотрительно The overseer will show показывать you no mercy. неподчинение. Смотритель не проявляет жалость. Окей, все, пошли. Я берегу себя, поэтому я и бегу. Все. Блин, у меня ножки как будто бы, блядь, какие-то короткие, вам не кажется? Какой-то я коротконожка. Time for you to get to work. Время приняться за работу. Окей. Подберите валун. You are prepared to work. Уже горит желание потрудиться, тогда для начала хватай камни вон там, позади, да волоки их сюда. Ёбана в рот. Ну ладно. Ничего себе. Тут повсюду сплошные завалы, тут уж просто перепрыгни преграду на своем пути. Якутский джара. A job well done. Неплохо сработано. Now Следующий the по next step списку. is to What is this commotion? Что там за шум, надо Perhaps we ought выяснить. to investigate. Побежали. Вы подчинились приказам смотрителя. Узнать, что происходит. Опа. Нихера там чел порвался. Ебать, это медуза. Даже не обязательно смотреть на нее. Ну я же говорил, они что-то говно какое-то вытащили, типа змея. Только нет, проклятие, я вроде проснулся. Надо много молить демона, пусть и ценой вашей жизни. О, вытащи меня отсюда, скорей же. Понеслась. Adventure! Away! Observe your foes carefully and attack as the situation demands. Shields offer welcome protection from attacks. Boulders, barrels, and the like can make effective weapons for a clever combatant. Схватить. When delivering targeted strikes, I would recommend clinging to your weapon. На, сука! На, сука! На, сука! На, блядь! Я устал. Я очень устал.
Привет, краска. Блин, ушел. Are you unharmed? Dragon's Demon, да. Узнал? Где я, интересно, в этой игре? Где главный герой? Ты не можешь провести вечность в этом месте. Так ты ничего не помнишь. Это явный результат проклятия, но не переживай. Доверься своей судьбе, восставший. Проклятие, окаянная тварь сбежала. И мы тоже. Эй, вы там! А ну-ка, вернитесь! За ними, скорее! Сюда, восставший! Come this way. Let us flee. Сюда, бежим! Бля, красота-то какая! Нужно прыгать. Да. No one could survive a fall from Никто this не height. пережил бы падение с такой высоты, даже пешка. Нихера себе. Не что тебе сделал? Стреляйте! Ядрить у них насыщенный день, да? Какие жалкие выстрелы из лука. Че не продолжает стрелять? Конченые, что ли? Тупая заблудшая душа. И узнай все возможное об этом мире, который ты будешь защищать. Погодите, это игра типа Исекай? То есть главный герой умер в каком-то мире, и потом он оказался в другом мире? Не. Ты хочешь сказать, что ты 5 часов уже в Dogma играешь? Нет, я в Fear and Hunger играл. Не, в этом же мире, я понял. Да, красиво. Executive Producer Джун Такевич. Арт-директор Дайка Экена. Сценаристы Маката Кихара, Бинго Марихаши. Nine Stories Incorporated. Синематики Кеничи Сузуки. Саунд-директор Рё Йоши. И музыка Сатоши Хури. Кто там? Ведущий геймдизайнер Кента Киношита. Главный концепт-артист Кейтаро Като. Левел-дизайнер Хироши Хашимото. Концепт врагов Йошинори Мацушита. Пизда рулю. Ивака Иваса. Юи. Нас били. Мэйдэй, мэйдэй. Чел, который создал Devil May Cry. Окей. Кодзим приложил. Возможно. Директор Хидаеки Ицуна. Хидаеки Ицуна. Тут замес в том, что ты избранный, но не крутыми богами, а жестким драконом, который хочет, чтобы ты его убил. Это не спойлер, это буквально описание твоей избранности. Всем похуй на них, мне кажется, зачем они не писали этот текст. Да не, нормально. О, пизда ему. Умоляю, держите подальше, восставший. Не беспокойся обо мне.
Хищная рапа может полностью поглотить меня, но я не исчезну. There is a stone not Недалеко отсюда есть камень, известный как камень разлома. Прошу, найди его. seek it out. If you are truly the Если ты и правда восставший, то наши пути непременно пересекутся снова. again. Ну все. Все в порядке? Что здесь произошло? Как ты, Кэп? Просыпается после уберкваса, да? Сначала внезапно появляется Грифон, и в следующий же миг падает на землю. И вот теперь передо мной стоишь ты. Так это ты, получается, был ты? Ты прилетел на его спине? То, что ты выжил, воистину чудо. Не пройдешь со мной в крепости, мы излечим твои раны и заодно выслушаем твою историю. Ну заебись. Слава богу, мне не дали какой-то, блядь, типа, выбор диалога уебанский, знаете. Всего один выстрел из баллисты. Это какой меткий. Должно быть от господина Ленарда из Мелбы, не иначе. Да уж, работа тебе предстоит немало. Кто ж знал, что рядом окажется пещера? Сколько она стоит? Не знаю. Мне семейным доступом Нетрог дал. Большое ему спасибо за это. Во. Рывок и расход выносливости. Да. Навыки оружия, могучие умения, для применения которых выносливость используется навык оружия, Ctrl, V Space или F, битва. Ладно, это мы еще посмотрим. Ебать. История начинается. Задать приоритет. Подсказки читай обязательно. Понял. Целебное снадобье. Кайф. И куда-то я полез. И куда-то я... Фак. Десятку. Нормально. Охуеть цены нынешние, конечно. Определенно не может находиться здесь, в Вермунде. Может, я задержали в соседнем государстве, Баттале? Нет, полагаю, это маловероятно. С начала войны мы с Батталем разорвали все отношения, но поверю, чтобы туда отправили кого-нибудь из граждан Вермунда. Так, немного лора сыпать, но... А куда ты направляешься? Я не намерен предоставлять тебе лечиться, но хоть пару слов я заслужил. Терпи, блин. Что я делать? Терпеть. А чего волосы такие выбрал? Хвостик был, не? Ну просто с этими волосами куда больше похож, как будто бы. Поэтому выбрал такие. Ультрамариновый водопад. Ага, все, понял, как подниматься.
Where do you think you're going? А, You can't just run off now. ты не можешь просто так бежать. Все, невидимая стенка, ребята, невидимая стенка. Но, в принципе... Блять! А я ебать! Ладно, все, возвращайся. Возвращайся. Все. А? Куда он ушел? Where are you going? I'll not force you to receive А, treatment, вот but ты I'd где. at least like a word. А мы куда идем? Почему мы обратно идем? Давай туда. Нихуя я могу спать. Да, вот правильно, все правильно, все правильно. Нифига себе, я могу схватить. О! Собрать. Зеленушка. Зеленушка. Еще больше никаких трав тут Where нет. do you think you're going? You can't just run off now. Блин. Чел. Дух приключений во мне, пиздец. Бушует нахуй. Пошли, давай. Опа. Fine. Goblins. Let's Гоблины. take up your weapons, sir. You'll be needing it. Мгновенный удар. If you find your strength flagging, then buy the curative or have a bit of green there. When one of the fiends comes for you, best guard or dodge, else you'll be sore on the morrow. Make use of the slope. Ах ты говноед. Advantage against their ranks. Опыта насыпало хорошо. Рог гоблина. Рог гоблина. На трупах чудовища и им подобное можно найти немало полезных предметов, если, конечно, не побрезгуешь поковыряться в них. Яблоко. Ой, рыбалка. А, нет. Да, просто... Иди сюда нахуй. Недуг — это негативный статус, эффект которого может варьироваться от нанесения урона через равные промежутки времени до уязвимости. Цели перед определенными видами атак недугами повержены не только восставшие пешки, но и их враги. При мудром применении недугов можно полностью изменить течение битвы. Изучите описание каждого недуга, чтобы получить представление о вызываемых ими эффектах. Окунь. Жестко. Ведьмак, которого... Конечно же, тут есть рыбалка. Да, было бы странно, если бы не было бы рыбалки. Ну, рыбалка прям голыми руками. Я уже ожидал, что я из жопы достану, типа, удочку или что-то в этом роде. Тап-карта. Прикольно. Where do you think you're going? You can't just run off now. Виноград. Жестко лутаюсь просто. Малина. Покажешь карту? А, кстати, сейчас погоди. Where are you going? О, I'll not force you to receive там treatment, какие-то but яйца I'd at чужих. least like a word. ну такое дерьмо я сразу уничтожаю. Такое нельзя, чтобы существовало в этом мире. Запрещаем рождаться. Так. Охуеть!
Да, карта-то, блин, прям жестко здоровая. О, 100 золотых. Еще Where do you что-то. think you're going? Еще Can't 100 just золотых. run off now. Иди сюда, блин. Опа. Нормальность? Нормально, пойдем. Ебать, ебать, тихо. Ебануться. Убили. Последнее сохранение. Блин, управление, конечно. А как лучится? Очки дисциплины зарабатываются пропорционально опыту, получаемому в бою, также даются награды. О, нормально. Так это же чисто одиночная игра, оказывается. С автосохранениями, все дела. Блок ставь, аккуратно играй. Where are you going? I'll not force you to receive treatment, but I'd at least like a word. Да нахуй геймпад, реально, господи. Я поиграю на клавиатуре. Люди разные. Люди по-разному играют. Я на клавиатуре. И все Dark Souls тоже проходил на клаве. Погоди-ка. Понял. Незаменим. Ну, вообще-то нет. Можно как угодно играть. Иди-ка сюда, гандон. На стену тебя нахуй. Играя с пенисом в руке. О, второй Where do уровень. you think you're going? Здоровье 25, максимальная сила 3, защита 3. О, круто. Не обязательно играть только на клавиатуре. Точнее, на этом. На геймпаде. Кто это сказал? Можно на клавомыши. Вообще спокойно играется. В особенности эта игра. Where are you going? Конечно, бывают всякие другие игры, в которые вообще, ну, хуёво портированы или управление полное говно. Тогда уж, да, приходится искать другие способы игры. Но тут можно кайфануть и так. Where do you think you're going? You can't just run off now. Как оригинал Dark Souls 1. Так ты даже не играл в эту игру, ты не знаешь, какое здесь управление. О чем ты вообще? Ты так говоришь, как будто уже играл в эту игру и говоришь, как надо играть. Нет, ты че? Я тебе говорю. Играется нормально на клавомыши. Пока проблем вообще никаких не ощущаю. Where are you going? Разве что меня удивил тот момент, что нету захвата цели. Но, видимо, так надо. Видимо, так надо. Так. Про херово портированные игры на ПК. Да таких до хера, да.
Но потом же, по-моему, починили Dark Souls, не? Он же стал потом лучше, по-моему. Шкура зверя. Шкура зверя. Так. Ремастер. Понял. You can't just run off now. О, чуть за место. Тут сразу видно, что-то будет происходить. Что-то покатит. Оффлайн. Понял. Welcome, Arisen. Приветствую, восставший. We Мы pawns have long пешки awaited давно your ждали твоего прибытия. What is this? Че это? Horns. Пешки? They bend the knee to Не you так so охота преклонить перед readily, тобой колено, но постой. Нет. Неужели Surely ты you cannot восставший? be the Arisen. You seek the Riftstone. Ебать, у нее башка большая. Ты ищешь камень разлома, не так ли? Мы можем тебя туда отвезти? Прошу, сюда. Окей. Before you Камень stands разлома the пред Riftstone. тобой. It is a gate by which Это we врата, of the через Fallen которые мы, Legion may cross легион over пешек, into this попадаем в world. этот мир. Pray. Попробуй призвать себе спешку. Просто нарисуй мысленным Simply paint with your взором mind's верного eye слугу, the которого intended хочешь thing видеть you перед would have рядом с said. собой. А, даже так. Ничего себе. Ничего себе. Сейчас вы призовете вашу основную пешку, верного напарника, который будет рядом с вами на протяжении всего приключения. Как она будет... Как она будет выглядеть. Попробуйте представить себе ее внешность. Вы можете начать выбрать шаблон или создать... Так, давай шаблон. Ну, окей. Хм. М. Понял. Интересно. Ну что, как готово? Сейчас еще пару часиков редакторить будем. Да. Это неизбежно. М. Пиздец. Это реально так работает. Так, хорошо. Попробую быстро.
Так. Даже так. Ага. Жену? Ну, типа. Так. Возможно ли это сделать? Я вот думаю. Да. Можно ID, настройки перса скопировать и вставить. Ну вообще. Угу. Да. Клима Жукова. У нас Хэппи Енот тоже сделал Клима Жукова, причем очень похожего. Может, это он и есть? Алло, зубы даже и... Ничего себе. Ничего себе.
Да. Жизнь. Рина. The people here are evacuated and safe for the moment. The people here are The people here are evacuated. Пиздец, нахуй. There are more who. The people here are people here are Почему это тут There are more находится? who can yet be saved. People here are evacuated. There are more who can yet be saved. It seems the rain. There are more who can yet be saved. Выбор без выбора, как говорится. Ладно. А какие тут еще есть? О. The people here are evacuated. The people here The people here are evacuated. The people here are evacuated and safe for the moment. Угу. Так, все-таки... Так. Что-то меня смущает. А, текстура тут даже есть. Блин, я что-то на это не обратил внимания на своем челике. Не. Угу. Так, имя. Имя.
Няка Эбби. Нано. Пойдет. Жестко. Pawns are oft called nomads. We wander between Пешек this часто world and the many other вызывают realms with which we are называют connected. кочевниками, мы путешествуем между этим миром и множеством других, с которыми связаны. I am no exception. Я не исключение, And my и те знания, experiences что in были these получены в other иных worlds мирах, will без сомнения doubtless be пригодятся an в твоих aid to you on в your скитании. adventures. It is my privilege to accompany Для you as меня, your loyal как pawn. для And I will верной gladly пешки, use the часто knowledge I сопровождать gain тебя и to с guide радостью you. использовать свои знания тебе на пользу. О, нифига себе. Well, I'll be. Черт мне за ногу. Прямо на моих глазах была призвана пешка. You truly are the Выходит, ты и arisen. в самом деле восставший. Удивительно. Я-то думал, что восставший в столице. Не может же быть несколько восставших. Вот все это за гранью моего понимания. Впрочем, уверен, старший страж границы во всем разберется, если, конечно, нам повезло, и он уже вернулся. Думаю, все прочие вопросы оставим старшему стражу границы, пока он не вернулся спокойно заниматься своими делами. Окей. Что? Совсем ничего не помнишь, говоришь? Думаю, когда тебе следует отправиться в Мелвы. Не так давно там бесчинствовал дракон. Говорят, между драконами и восставшими есть какая-то связь. И если ты и есть восставший, то, возможно, вспомнишь нечто важное. Пограничная застава, северный дозорный лагерь. Окей. Камни разлома. Коснувшись камня разлома, восставшие могут перенестись к месту между мирами, которые пешки используют, чтобы пересекать разлом. Это позволяет восставшим призывать пешек, отвечающих особым требованиям. Однако эти пешки не могут повышать свой уровень, а покуда сопровождают вас. Посему нанимайте новых пешек поддержки через регулярные отрезки времени. Приветствую, восставший. Пожалуйста, задавай любые вопросы, я дам ответы в меру моих сил. Ну, похуй. Что ж, да, сопутствует тебе удачи, восставший. Спасибо. Так. Я берегу свои силы и резы, чтобы выжить в любой битве, применив необходимую тактику и стратегию. Окей. Беседовать. Насущный вопрос, светская болтовня. Уже самое время, когда в городах в весях жизнь бурлит. Окей. Так, что делаем? Куда идем? Судя по карте... О, оружие. А, просто... Окей, без проблем. Классно. Можно тупо подбирать. Тарков, мои приветствия. Надеюсь, у тебя все хорошо. Кассандра, приветствую. О, купить. 364 золотых у меня. Ядрите, мне мало денег. Так, продать. Ну, в принципе, медную руду. А, для улучшения снаряжения. Не, штука нужная, получается. Плюшки с предзаказа, по-моему, были.
А ты где плюшки эти получал? Не стоит полагаться только лишь на автосохранение, чтобы прогресс в этом мире оставался актуальным. Рекомендуется регулярно отдыхать в гостиницах, если вы хотите обеспечить надежность сохранения гостиницы. Mayhap this lad. Hi there. You seem Приветствую, вид у тебя well-timed. устал. Вот что я тебе скажу. Можешь сегодня остаться на ночлег бесплатно, но завтра уже придется заплатить. Мой отец всегда говорил, что утро вечером мудренее. Боюсь, я могу немного предложить, но в более изысканной гостинице ты найдешь все необходимое. Раз уж ты тут, позволь тебе дать совет, пока можешь посвятить себя призванию. Это откроет перед тобой новые двери, поверь мне. Если будет возможность, тебе стоит остановиться в гостинице в Мелви, и я пойму, если тебе там понравится больше. Отдых в гостинице полностью восстанавливает здоровье, выносливость отряда также уменьшает параметры шкалы, отражающие снижение максимального количества здоровья, накапливающиеся при получении урона. В гостинице вы решаете, когда проснуться утром или ночью, что полезно, если нужно быть на ногах в определенное время. Дальновидные путники регулярно отдыхают в гостинице, чтобы не рисковать в лесу. Вау. We must rest. Though the sun is Солнце still все еще высоко, но нам нужен отдых. Приобретены дополнения, добавлены предмет. Правильно, хранить, получить доступ. Еще можно либо поговорить с хозяином. Now we've the vim to tackle the day ahead. 700 золота. I've beds to spare if you're looking for lodgings, and if you'd like to change your vocation, come see me anytime. Хранилище. Забрать. Превосходный верный меч. Ебать. Do come again. Жестко. Все не бери. Почему? А. Понял. Никто так не лег на ногу, как вор. Наверняка мои таланты окажутся тебе полезны. Даниэла. Информация о ставшем уровень капком. Ха! Ничего себе. Посмотреть информацию о пешке. Тут такая тема прям. Ну, давай, раз уж бесплатно. Отлично вижу. Восставший нашел, кому справляться с рутиной. А хули не может? Понял. I've beds to spare if you're looking for lodgings, and if you'd like to change your vocation. Интересно. Come see me anytime. Do come again.
I've beds to spare if you're looking for lodgings. And if you'd like to change your vocation, come see. Можно же, наверное, продать это дерьмо. Anytime. Do come again. Take me as your shield, Arisen. Еб... Upon my fighter's pride, no foe shall harm you while I yet stand. Да сколько можно, ребят? Нет, все. Хорош. Втроем справимся. Я сам воин. Нормально. Так, продать. О, ничего себе. Четко. Так, теперь давайте, ёпта, одежду наконец-таки какую-нибудь куплю. Блин, это просто... ужас какой-то. Вот штаны хотя бы. Рушеник, сапоги следователя. Балахон, говна. Кольчуга. Ну, возьму труженика. Да, понял. Надеть покупку, да. Так, теперь кольчуга, броня пехотинца. Пехотница. Так. Ну что, придется броню пехотинца одеть. То есть вот это вот все создает мне вес, да? Обалдеть. Все создает вес, оказывается. Приготовить там, покушать. Это все потом, да? Привет, ты солдат? Странно ведь тебя в целости сохранности, видишь ли? В последнее время на эту местность наводнили полчища чудовищ. Мы даже начали посылать новобранцев проредить их ряды. Правда, что ли? Кто пошел туда? Локла. Но полагаю, с ним все будет в порядке. Да, хотелось бы верить, но кого послать в ту сторону? Аккарда. Честно говоря, господин, я немного беспокоюсь за него. Что? Разве не сообщалось о гарпиях в той местности? Юнец не справится с этими тварями в одиночку. Ил зовут НПС. Я впервые об этом слышу. Черт, я хочу отправиться к ним на помощь, но мы не можем бросить посты. Слушайте, я бесстрашный вид. Быть может, отправиться к нему вместо нас, это рядом совсем недалеко, в главных ворот. Ладно. Погнали. Подвержен течению времени. Задание. Few can weather a harpy assault unaided. Shall we hasten to Sir Ricardo's rescue? I know where that person can be found, Master. This way. You have our gratitude. Lead the way. В смысле? Да ладно. Пешки показывают путь, куда идти. Типа не знают, они в курсе. Погоди, а мы не обратно идем? Что за нахуй? Напиздела. Не знает она, куда идти. Она ничего не знает.
Так, погоди. We have found a material. Different combinations of materials result in different creations. Угу. Да ладно. Интересно. Опа. Let me get that. Бабло. Гарпии. Можешь скрафтить что-нибудь? Нихера себе. Сказал я себе. Гниль тоже нужна иногда. Гниль. Понял. If you can weather a harpy assault unaided, shall we hasten to Sir Ricardo's rescue? Fret not, Master. I know precisely where this person can be found. You have our gratitude. Lead the way. Нихуя. Готово. 3-й уровень. Нормально. Ну такая прикольная игра, да, довольно-таки прикольная. Медная руда 3. This has no bearing on our current conversation, but might I say, something to note, none of our number are trained in the healing arts. 'Tis worth considering. A mage with knowledge of the curative arts could be our barrier to its life. While in another world, I happened upon a treasure chest rather close by here. Perhaps I could show you the way. А, нихера себе гарпи орут. Блять. Who are you? Arisen, are you all right? The Arisen has been put to sleep.
done. Блин, четко. Is that all of them? Это все? Прими мою благодарность. Очень сомневаюсь, что смог бы убить этих тварей без своей помощи. Меня взяли недавно. Когда я подумал, что я могу здесь умереть, то меня будто парализовало. Ты помог мне, но так быть не всегда. Мне придется тренироваться усерднее, обрести уверенность и научиться противостоять таким чудовищам в одиночку. Теперь мне лучше вернуться, но я обязательно сообщу командованию о твоем добром поступке. Надеюсь, мы еще встретимся. У меня еще, кстати, экзанима есть, если что. Экзанима. Что за хуй? Оро. Сила моей внимательности и преданности. Я хочу быть на твоей стороне. А, не. Упал. Не понял. Бывай. Худощавый какой-то. Что такое? А. Рядышком полно ингредиентов. А. Having trouble keeping up? No matter. I shall wait for you as long as it takes. Куда ты не видишь? Рядышком полно материалов. Приветствую, дружище. Большое спасибо за помощь Акарда. Какое облегчение, что он вернулся без единой царапинки. Да именно так, бедняга, возможно, не выжил бы. Слишком рано. Что происходит? Мы продлим период его обучения. Конструкторы здесь хорошо известны тем, что проводят новобранцев в форме с тренировками. 1000 золота, точнее. Нормально. Косарик дали. Уже плюс 2 уровня. А, вот еще квест. Блин, слушайте, так-то, черт побери, прикольная игра. Much obliged. How are things? Как идут дела? Погодите, а как мне прокачать оружие? Точильный камень, ничего. А как прокачивать оружие? I've beds to spare if you're looking for lodgings. And if you'd like to change your vocation, do come again. Уедь, 1000, чтобы отдохнуть. 1000, Карл, блядь. Подгнивший ошейник животного. Если же пытаешься выдать себя за восставшего, надеясь на особое отношение, то пожалеешь. Скорее твоя голова слетит с плеч. Ты охуел, что ли? Товары на любой вкус. Монгомери. Недорогой легкий походный набор, позволяющий разбить лагерь в подходящем месте. Не способен выдержать нападение чудовищ. О!
А. Ну, лучше тогда чисто одну куплю и нормально. Hope to see you again ere long. У нас заканчивается все. Отправите до материала для изготовления оружия и доспехов. Джоффри, нам было трудно закупать товары за чудовищ, рыскающих по дорогам в последнее время. Я послал Маркусу собрать все необходимое, но только что провел подсчеты и понял, что дал ему неполный список. Что скажешь? Вы пошлите мне поручение? Тебе, конечно же, заплатят. Радостно слышать. Вот, отнеси этот список дополнительных припасов Маркусу. Он должен быть где-то с севера отсюда. Просто отдай ему эту записку, дальше он сам справится. Маркус. Ну, красота тут не просто так сказать. Это все благодаря Re-Engine. What's more, we've traveled for some time without a mage in our party. We've no need of a healer if we never get hit. Of course, that is a feat easier said than done. Готов, как говорится, работа сделана на совесть. О, тебе что-то нужно? Доставить. Этот господин Джоффри, не так ли? Поглядим. Черт, ему и это понадобилось. А это думал, что закончил. Почему я должен был делать это все сам? Я же и так загружен под завязку. Слушай, раз тебе все равно заняться нечем, добудь-ка вещи из списка для меня. И побыстрее, я хотел бы отправиться в лагерь как можно скорее. Хорошо, отправляйся. Пиздец, не пьешь. Но у меня это все есть. Все просто доставить надо. А я могу сделать целебное снадобье из картофеля? Реально? Маснуть немного быстро. Ага. В смысле, блять, этому, блять. Надо было ему отдать. Я-то думал, тому надо отнести. Это этот охуевший, оказывается. Просит у нас. Не то, что просит, он приказывает прям. Жесть. А мы не можем подкачаться и стать, типа, чутка... Другим. One whom I served preferred to have. How goes it? Have you gathered everything on the list yet? Вот так это работает. Окей. Чудесно, я знал, что могу на тебя положиться. Возьми вот это за беспокойство. Вернусь-ка я в лагерь. Мне там уже заждались. Пробуждающий порошок. Окей, неплохо. Но FPS, кстати, вообще маленький стоит. 60-40. В таком духе. Может быть...
Во, другое дело, какая плавная картинка, балдеж. О, класс. А. Polish up our gear for the morrow. Сука, капец, конечно, народ. Так. Но в некоторых местах все равно просадки жесткие. Большое спасибо, что передал этот список Маркусу. Насколько я слышал, ты даже помогал ему собирать припасы. Надеюсь, тебя это не затруднило. В любом случае, ты очень помог. Надеюсь, я снова смогу рассчитывать на твою помощь, если возникнет необходимость. Сухофрукты и бабло. A good deed all round. Aptly said. Нормально, нормально. Aye? What is it? What do you want? А меня могут научить готовить или как-то могу я сам приготовить? Блин, сидеть нельзя. I'm dead on my feet after today's training. Mayhap this ladder is here for a reason. After you were risen? Может, эта лестница тут неспроста. If you see all untoward, Видишь, подозрительно сообщи сразу. Ну, без проблем. If your plane arisen, in Да ладно. Подождите, а я могу, что ли? Шел нахуй просто. Ну... Я его убил, походу. Будет знать, как вот так вот залупаться на людей. Что это? Что такое? Работа по дому, она самая тяжкая, знаешь ли? Ну, есть такое. Так, а где его труп или он все просто испарился? Интересно все-таки. Я челика на башне убил, по-моему. И он больше не появится. Да? Так, у меня 3000. Ну... Always a pleasure.
This looks as good a place as any. Have a gander at my wares. Кулинарное масло. Ну, давай одну куплю. You shan't regret it. Окей. Pleasure doing business with you. Они прям картошку ценят. Fancy a gander? I find goods for sale. Нифига себе, он вонять начинает. Мертвый гоблин. Мухи уже летают над Not ним. a foe in sight. I'll take the peace and quiet over a horde of enemies any day. Че это было? Нифига не картофель залутали. A common reward. Frustratingly so. We'll find a use for it, I'm sure. A fine place to harvest some ingredients. I say, we collect as much as we can carry. Так, вижу сундук. I seem to recall there being a treasure chest in this area when I explored it in other worlds. Shall I lead the way? Блин. Черт. Блин, круто, что у нас есть лучница. Даже пятью не даю. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive. Окей. A hidden path? I suppose there will be monsters lurking beyond it. Harpies, be on your guard. You have no means of exploiting our enemy's weakness. Over so soon? Why? We seem to have come through unscathed. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Пора корица. Ничего себе. One can never have too many materials. I'll have. Так, подожди.
Фруктовые пилюли. Сильнодействующие пилюли. Вяленый картофель. Just send now. Красиво, все-таки тут красиво. О, сундук. $540 золотых. Жестко. Блин, тут вокруг одни гарпии эти. А есть ли смысл вообще ломать эти? А, есть. Just what I was hoping for. Бабло? Бабло. Так, рыбы. Опа. Это угарно, конечно. Скоро баньки, как тебе игра? Первое впечатление. Да охеренно, вообще прикольно. Как-то уж не думал, что игра вот настолько будет хорошая. Ну прям чувство приключения есть. Прям нормально. Вот как бы игра, с одной стороны, как бы и не РПГ, но в то же время это прям такая вот игра, которая вот именно, ну как бы это сказать, ну вот в геймплейном плане, от любого РПГ ты ждешь чего-то такого в плане вот путешествий и всякое такое, что-то прям нормально. Да, честно скажу, прикольно, хорошая игра, затянула. Чертовски весело. Уже успел вздремнуть. Да. А я могу поплавать. Хищная тропа. Классно. Что, игра понравилась? Да, хорошая. Очень хорошая. А я поваляться с телефоном и потупить. Так что, да. Это я вот еще настройки графона понизил, чтобы стабильно 60 FPS было. Текстурки понизил на высокие и тени понизил на высокие. И нормально вот. Понизил на высокие. Понял. Нихуя себе. Пятый уровень. Пятюню дал даже. Ранг призвания повышен. Да ты шо? DLSS включил на качество?
Я хуй знает, о чем ты. Да вроде нормально. Даже такая тема. Качество сеток. Супер разрешение. Вот это что ли? Не, нахуй. Вот это нахуй сразу. Это тоже нахуй. Это пускай есть. Клики. Комп задымился. Блин, капец, темпер поднялся в комнате, если честно. Вот окно открою. Слегонца открою окно. Так, погодите. А вот это вот куда ведет, интересно, тогда? Вот это. Тебя такие приключения ждут. No means of exploiting our enemy's weakness. Quickly arisen, you must regain your footing. Да блять. Картошка. Жесть. Чуть не подохли. Окей. Нормально. 100 золотых. О. Тяжело. Тяжело. А что я могу сделать?
Куда мы идем? Что делаем? Ну, ща, подожди. Погоди. Жироотталкивающее средство, удивительным образом убирающее излишки жира на коже, принявшую воздействие осмоление. Что? Че? Картофельные пилюли. А, во, разбить лагерь. Так, лагерь походный ранец. Если у восставших есть на руках походные ранец, они могут поставить палатку его погашь кострицы, и кое найдутся определенные места в дикой природе, как и проживание в гостиницах, городах, ночевки в лагере, восстанавливать здоровье, выносливость, а также снимает эффекты уменьшения параметров путники, кое редко заходят в города, просто обязаны иметь походные ранцы, иначе они рискуют пасть от изнеможения. В лагере на костре можно приготовить мясо, и это блюдо улучшит ряд показателей вашего героя. Чем качественнее используемое мясо, тем больше эффекта можно ожидать. Прежде чем разбить лагерь, будет не лишним расправиться с любыми врагами, что могут скрываться поблизости. Разбить лагерь. Да. О, круто. Нормально. Блин, балдеж. Готовить, ребята, готовить. Подгнивший шейк. А почему оно больше эффектов дает? Странно. Да ну нахуй. А чё так натурально? Тупо видео. Блин, классно. Жесть. Не отдохнуть ли нам? Вряд ли я смогу выступить с таким полным желудком. Жестко. Точно. Нам нужно дать себе шанс восстановить силы, прежде чем мы продолжим путь. Чем эта пешка может быть полезна тебе? Насущный вопрос. Куда же мы теперь идти? Да. Благодаря великодушию хозяина мы можем отужинать прекрасным мясом из согревающего костра. Да. Старался сделать жену, но немного не получилось, по-моему. Применить умение. Что? А. Дождь стрел. Уф. Усилители. Так, а чё мне так много всяких вещей? Надо продать все дерьмо. Блин, там явно что-то есть. Без понятия, как туда наверх взбираться. Яблочки. While in another world, I happened upon a treasure chest rather close by here. Perhaps I could show you the way.
Сокровище, говоришь? Ну, вот и оно. Походными можно бесконечно юзать. Having more Выкинь of these to лишнее. hand ought serve А, us да. well in battle. Блин, Say we надо pelt продать one of the тогда. next foe we encounter. Зря покупал, получается, за 5000. Угу. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Так, а это что такое? An impressive view. We can infer much of the lay of the land. О, Perhaps we окей. might take a moment to savor the scene. True enough. Чё, блядь? I'm attentive and loyal, and prefer Сила to моей remain by your внимательности и side. преданности, я хочу быть In на твоей battle, стороне. В I бою shall сделаю, follow your что lead прикажешь, and окажу prioritize поддержку. support. Мику. Мими. Какой-то чел. Бесплатно причем. 9 уровень. Лучник. Ну да, не зря. В принципе, бойца себе сделал. Понятно. Да нет, наверное. Зачем мне? Только вот что-то непонятно. Что-то... This is rather thrilling. Блин, вот зря я лучника не взял, как будто бы. Пострелять жестко хочется. There's ought to be found there. Бля, вставай, вставай! How troublesome. What unawares? Never be so careless. Давай ебашь! Все. С другой стороны автоматически стреляет, попадает. That was impeccably timed, Вообще Risen. заебись. Погоди, а как делать эмоции всякие? Никак. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. We could pick some now and use them when the need arises. Жетоны искателя. Этот мир скрывает 240 жетонов искателя. 240 жетонов искателя, спрятанных в отдаленных уголках и совершенно неожиданных местах. Что-то мне кажется, что мутноватая картинка, хотя стоит 1080. Хотя стоит 1080. Ho-ho! Ценник Never гони. thought we'd find one Нормально here. все. Our collection grows. Не буду я I'll повышать have на to remember to максимум. tell my own master about И так this. нормально. Блин, и они хотят делать Resident Evil в открытом мире.
Может, у тебя картинка мутноватая? Не, я так не сказал бы. Ну, лицо вроде бы есть. Какая-то дымка, что ли, что-то такое. Как будто бы есть. Но, не знаю. Мне не критично. Но я бы, конечно, ныл бы, если бы я эту игру купил, к примеру. Ну, в этом плане, по крайней мере, ныл бы. Ну, а так вполне. И главное, играбельно. Хорошо играется. $1300. Куда? Да, бесплатно досталось. Вот именно. Блин, пещера какая-то. Я видел там в одном месте шахту. По идее бы в шахту пойти. Блин, что-то везде высоко. Ладно, пойдем обратно по тому же пути, к которому мы пришли сюда. Вон она, шахта. Так, а подняться туда дело не из простых, да? Может сохраниться и ёбнуть с высоты. Утрата воскресшей пешки. Блин, как так-то? I am saved. Thank you, Arisen. I see a ladder yonder, but we can't reach it from here. We'll have to get up there and drop it down. Обычный походный ранец. Ебать. 150 походных ранцев. Обычный. Скромный. Малахитовый лес. Oh, very well. Back to your side I go. Мне вообще не ясно, как туда подниматься. Ну только, видимо, с шахты. Где-то зайдем, там выйдем, получается. А, вот с этого от арбалета ёбнули нас. Так. А как может сохраниться? Сохранить. А, вот так вот. Золотой жук. Жестко. Perhaps fortune has deigned to aid us at last.
Блин, комп у меня жестко горячий, кстати. Там прям печка. Кладбище мучеников. Let me get that. Блин, эта балка просто висит в воздухе. Да. И пятихатка, золото тут есть. Чисто такие, знаешь, типа, подложили монету, золото, типа такие. На, короче, тут только не ной об этом. Откупились чисто, типа, пятихаточкой. Как будто 480 даешь. Да не, в картинках вполне себе вроде нормально. Ну и сам же вроде четкий, не? Ну, в изображении имеется в виду. Так. Ну куда выше? Ну тогда, видимо, у тебя какие-то проблемы в натуре. Или у меня тут какая-то поебистика стоит, которая типа... Давай вот так вот выключу. The dragon truly is calamity incarnate. Mayhap a walk through the streets. Так, ну разве что надо еще тени все-таки нам высокие, контактные тени. А, это YouTube? А, на Твиче какая-то проблема стоит. А, что-то с Твичом тогда происходит, да, что-то не так. Странно. Ты сейчас 200% поставил. Would help jog your memory.
Ебать мыло Maybe Arisen нахуй. appears. Что я сделал? Во, все. So too does the dragon. He's an immutable truth of this world. Жалкий восставший. Блять, кто-то оскорбил меня. На-на-на, я попрошу. Во, так лучше. Well met. Приветствуем. Дадли, кольцо агрессии. Кольцо решимости. Есть, ничего себе. Тяжело. Тяжело. Так. Усиленная магия отвар из лекарственных растений примите, чтобы временно снизить вероятность появления недугов. Ну, херня. Исцеляющий все и вся тоник выпейте, чтобы восстановить поразительно много выносливости и здоровья. Также излечит все иные недуги. Ну, это надо. Тема крутая. Чего мне так много весит-то? Так, сортировка. Вес. Мясо. Подгнивший окунь. Королевский картофель. Королевский. Так, давайте-ка я Hope to see you again. съем жука. Круто. Противоядие. Одно сделаем. Согревающая мазь. Well met.
Только в 10 часу заметил. Да, это жестко. Самодельный ключ от темницы. А. М-м. Увеличивает силу. Ну, по идее, лучше вот это взять. Hope to see you again. Так, чем мы сюда пришли вообще? Пройдись по деревне, вдруг что-нибудь вспомните. А. Просто пройтись, да? Скованный проклятием, лишенный воспоминаний. Но меня много оскорбляли в этом месте, видимо. Надеюсь, не в каждом доме. Позабыл ли ты о неизбежности пути судьбы? Блин, я подумал, этот лысый гоблин. Это прискорбно, но не освобождает тебя от твоей участи. А если что, потом можно же, да, поменять прическу или нет? Кто это такая? Найс. Ля, дракон. Бля. Блин, давай быстрее восстанавливайся, чел. Да бля, пожалуйста, поднимись. Давай, отдыхай, отдыхай, отдыхай. В смысле? Ну вот, видно же, прям на лбу надо
мечом воткнуть и нормально. Ебать, сгорел заживо нахуй. Как же похож. Нихуя он. А, вот почему у нас шрам. С этого момента. Ты и есть восставший, что накладывает соответствующие обязанности и долг. Хуя себе. Да, интересно. Интересно. Вот так вот и люди проходят собеседование и устраиваются на работу. Как же похож. Это долго. Опять шейдер компилируется. Ох. А игра случайно не зависла? Или типа того? Да вроде бы нет. Или да. Ну ладно, подождем. Подождем. Демо. Ну типа того, да. Как будто бы. Все. Вы поиграли игру, которую вам одолжил ваш друг. Теперь купите его отдельно для себя. Ну да, хули делать. Ладно. It's okay, как говорится. Потом доиграем. Потом доиграем. Теперь же давайте пойдем спать. Потому что поздно. Потом поиграем. Да. Все. Всем спасибо, кто был. Спасибо большое за присутствие, за общение. Сегодня было много подарочных подписок. Просто охереть можно. И крупный донат в 2000 рублей. Да. Но просто тут почему-то... последний ятрок, да, еще закидывал 100 рублей. Спасибо большое, ятрок, за 100 рублей еще. Ну и, собственно, все на этом. Увидимся, скорее всего, завтра. Да. Завтра. И если что, напишу об этом в телеге или еще где. Как всегда, кину анонс. Все. Всем пока. И спокойной ночи.